Всем привет! Мы продолжаем проходить Fatal Frame. Значит, на предыдущем стриме не закончил вторую главу, то есть вторая ночь. Они тут главы делятся по ночам. Значит, нужно маску отнести на дверь и ее открыть. Дальше, в принципе, там будет близко к концу второй ночи, и потом начнем третью. Значит, эта ночь, напоминаю, что рассказывает о том, что дед главной героини, Мику, приехал в этот особняк, поместье вот это вот. Он был фольклористом, купил его и изучал. А дочка его, то есть мать вот этой Мику, она нашла фотоаппарат с камерой, камеру обскура, и научилась, видимо, проявила какие-то способности в себе видеть призраков. Вот. И потом повесилась. Все. По идее, вот такая вот история. Ладно, поехали в игру. Маску я, значит, надыбал. Теперь полетели. Я даже помню, куда идти. Замечательное танковое управление, конечно. Идти нам надо в самое-самое начало игры. Надеюсь, призраки особо донимать не будут, потому что довольно-таки долговато я тут бегал. Ну, посмотрим. Так, отсюда надо наверх. Жалко, средок никаких нету. Ну, побыстрее, чтобы не бежать через весь особняк. Довольно-таки большое помещение. Я думаю, тут нереально одной семьей жить. Я думаю, он рассчитан где-то как минимум на несколько семей. Уж больно большое помещение. Так, отсюда по прямой, по-моему, да? Там блестяшка. Это зеркало. Так, кстати. Угу. Как же тут все-таки интересно меняются вот эти вот... О. Все, я понял. Надо, видимо, заряд накопить, чтобы потом спецспособность действовала. Эй! Что-то застрял на ровном месте. Че, я типа слишком долго бежал? Странно, но там никого нет. Ладно, если никто не нападает, то и мы не будем. Я думаю, призрак, если появился, то он меня обязательно догонит. Вот он где-то тут. Он сзади. А чё, первый раз почему-то не прошел урок. Но на еще. Точный снимок. Ништяк. Скорее всего, она летела за мной с той комнаты. Предыдущей. До коридора. Они же перемещаются у нас все. Мне вот интересно, что это за свечение такое. Ну, его что-то и сфоткать нельзя. И оно как-то просто светится и все. Ладно, давай сохранимся. Пополняем пленку. Сохраняемся. Мало ли что.
Потому что мы сейчас пойдем во вторую часть особняка. Довольно-таки-то уже не просто все делать. А не том, что сейчас будет больше призраков. Загадки, наверное, сложнее. Да, используя злую маску. Я ее могу взять? Зол, тут висит маска. Ну, видимо, маска зла. Снять маску. Ага, то есть, если я ее снимаю, дверь закрывается. Я понял, давай снимем маску. Если я не ошибаюсь, надо будет собрать несколько масок таких. Все, коробка с пленкой. Пригодится. Че, кто? О. Эй. А что светиться перестал? Семен, а что правда светиться таки? О. Да, вот колонна с маской изображена на этом фото. То есть, значит, таких масок нужно мне 4. Что, где-то тут что-то. Ну-ка, мне кажется, на потолке. Нет. Где-то вот в этой степи прям. Ну и чё, где он? О. Эй, что исчезло? Понятно. Призрак появился и тут же исчез. Маска радости. Пройти, снять, оставить. Подожди. Так, и тут, значит, дверь тоже, да? Блин, О. Она, по-моему, исчезает. Призраки. Хорошо. Дальше. У нас дед прямо вот туда пошел. Что-то блестящее. Святая вода. Пригодится. Хорошо. Дальше. Если дед пошел сюда, давай вот в эту первую дверь войдем. Маска печали. Пройти. Слепящая маска должна быть где-то в доме. Слепящая. Я видел маски только по этим, как его. Грусть, печаль, там-то тоска какая-нибудь будет. Злоба. Еще что-нибудь. Обрывки. Так. Маски и их значение для ритуалов. Ритуал слепых, ритуал демона. Выполняется хозяином семьи Химуру. Хозяин надевает маску, когда выполняет ритуал. Это, вероятно, должно лишить деву связи со всем миром. Все участники ритуала – это члены семьи, то есть приносимые в жертву и тот, кто выполняет обряд. Могут быть родственниками. Я полагаю, что маска служит для устранения связи жертвы к ее семье. Выдавливание глаз демона в маске демона может иметь то же значение. Так, одна маска тут есть точно. Катсцена. Сейчас кто-нибудь сзади появится. По-любому кто-нибудь сзади появится. Ага.
Вот эти вот все маски, которые на дверях висят, их, по идее, надо собрать и вставить вот на эту колонну. Вот показывается, как проводили этот ритуал. Брали какую-то барышню, одевали на нее маску, которая выкалывает ей глаза. Вот такое. И как-то играли с ними в прятки, я не знаю. С демонами, наверное. Может быть, это изгнание демон. Жесть какая. Вот основной враг. Слепая тетка. Она сзади. Так, главное не шевелиться. Бам. Давай, давай. О, нормально прилетело. Она сзади. А вон она гуляет. Ну ладно, не нулевой снимок, но и досталось. Бам. И он испарился. Что-то появилось на ее месте. А где-то там ее бахнул. А, бежим. Коробка с пленкой. Ништяк. Я думал, вместо на ее месте что-то появится. Получается, надо решить вот эту мини-головоломку с масками. Тут поставить, здесь пройти и так далее. Ну-ка, а мы ее можем снять? Я ж подошел, она ее не сняла. Маска счастья. Ну, допустим. Так. Дверь заблокирована. Счастье маска. Ну, видимо, повесить маску счастья. И вешаю ее на стену, слышала тихий звук от стены. Куда она ведет? Заметки Малфуя. Это брательник. Женщина в белом кимоно изучала мощную энергию. Наверное, это она наложила на особняк проклятие. Надо как-то успокоить ее дух, пока кто-нибудь еще не пострадал. Надо узнать, что именно держит ее в этом мире. Почему она отпустила меня, когда я был у нее в руках. Может быть, это связано с... Я думаю, что с ритуалом каким-то. Главное, дверей никаких не пропустить. Что лежит? И люльки. Хорошо. Так. О, здравствуйте. Здравствуйте. А на фото изображено другое место. Какой-то камень. Угу, сохранение есть. Так, и так получается, ну она квадратная. Эта штука квадратная.
Правильно же? Да. Ам, Две двери закрытые. А вот вторую дверь я что-то там вообще не нашел. Ну ладно. Давай хоть спустимся. Я с одной двери вышел, а другая закрыта. Не, все верно. Ну, допустим. Да, сохранить. Такое здоровое помещение, просто так, но вряд ли. Я не поверю. Так. Блестящий желтый камень вставлен в основание монумента. Резьба золота. Камень со странным символом на обратной стороне. Неровность. Что тут отражает свет? Камень духа. Есть золотой камень. Есть две маски. С помощью которых можно ходить между дверями. Так, в обратку. Ну да, это дверь с печатью, там и в нее не пройти. И все. Свечение погасло. Засов. А куда он ведет? Здрасте. Так. Я, значит, с другой двери вышел. Блин, как такой здоровый особняк, и он помещался, ну, точнее, там только одна семья жила, но это же нереально, просто тут заблудиться можно. Прикинь, там мамка такая: принеси, сынок, хлеба. И ушел на 2 дня просто. Пройти, снять. Да давай пройти, наверное, да? А сейчас мы эту маску снимем. Снять. Все, дверь эта типа закрылась. Пока я на столб их вешать не буду, она может пригодиться. Маска печали. Пройти сначала. Слушай, обойдя весь особняк, можно же сюда зайти, собрав все маски. Правильно? Снять маску. Так. Вот, а сейчас мы пойдем, получается, в другие двери. Но только в какой последовательности? Ладно, давай мы с этой начнем. Дверь заперта, но я не вижу замочной скважины. А снять ты маску не хочешь, да? Бля, я думал снимет. Радости. Пройти. Опа, Степа, знакомое помещение, да? Ну точно. Да. Да, ну а как тогда? Как тогда другую маску снять? Третью. Причем она с ней никак не взаимодействует. Еще эмблему дали. Так, стой. Вот.
Почему-то первый раз она не захотела этим заниматься. Ну ладно. Так, передвигаем опять эти головоломочки. Это сюда, допустим. Так. Допустим, так. Раз. Два. Ух ты. С первого раза, ну нифига себе. А на предыдущий сколько я сидел, блин? 10 тысяч лет вообще. Так, давай сначала по стенке обойдем. Кассет 14. Тут сейчас босс будет, я помню. Тут вырезан большой деревянный Будда, его левая нога повреждена. Именно левая, это уточнили. Рука повреждена. Левая. Тут, скорее всего, надо будет какую-то головоломку решить. Я пока брать ничего не буду. Давай мы вот этих Будд осмотрим. Правая рука. Ну, а там правая нога. Ясно, понятно. Так, давай мы, наверное, дверь сначала откроем. Закрыто. Может быть, дверь откроется после того, как я что-то здесь сделаю. На том, что похоже на алтарь, есть странная белая маска. Что? Ну так, по чуть-чуть его. Пойдет. В смысле, нулевой же снимок был. Давай-ка мы хилки возьмем, сожрем. Оп. Ну, мужик. Ну, хоть так пойдет. Пойдет. Бам. На его месте ничего не появилось. И дверь, наверное, да, закрыта. Да. Ну, короче, два варианта тогда. Либо 4 маски повесить. Одна же есть. Либо 4 маски повесить туда, либо заменить одну из них. Так, а там я не пройду уже. Давай-ка мы похилимся. Либо злую маску поменять.
Блин, я забыл, как можно попасть туда. Так, стой, там два входа. Один по-любому закрыт, второй... Один закрыт, потому что без маски. Так, только туда можно попасть, как я шел первый раз. Сняв маску. Да. Вот такая вот головоломочка тоже. Тут маску повесить, там пройти, дверь заблочена, надо обходить и так далее. Ты чё? Ну если пугают, значит иду верно. Жути нагоняет. Так. Сейчас вешаем маску, но потом ее снимаем. Не могу пройти. Я потому что дверь перевернул. Блин. Да иди ты нахрен. Вот они только отвлекают, по-моему, этим. Так, давай еще. Подожди, а как? Так, оказавшись тут. Заходим. Использовать маску. Она превратилась в маску радости. Подожди, а у меня что, их две, что ли? Либо одна маска, она как она может в разные маски превращаться. Снять маску. Похоже, одна маска, она заменяет все маски. Возможно. Либо я что-то неправильно сделал. Так, ну одна заменяет остальные. Пройти, снять маску, и по идее при съеме она должна превратиться в другую. Снимаем. Этот моментик я забыл, то что маски-то превращаются из одной в другую. Давай вешай. Маска зла. Хорошо. Висит. Здесь радости. Нет, не снять. Здесь у нас маска счастья. Кстати, счастье от радости, чем они эмоционально отличаются? Стой. Оп. Вот. А злая... вот эта маска, она типа, ее даже оттуда снимать не надо, она у тебя уже по факту становится такой. Дверь открылась. Подожди, а какая тогда дверь открылась? Может быть, отсюда что-то взять? Какая-то открылась дверь. Возможно, именно та.
Подожди. Что-то я ничего не понял. Я же маски не снимал, у меня их всего 4. Какая из этих дверей тогда открылась? Ну, либо вот это вот, либо в большом помещении одна. Да, вот это открылось. Красиво тут. Ёкарный бабай. Так, давай, мы к алтарю сначала подходить не будем. Вон там я, потому что на алтаре вижу маску. Давай мы сейчас здесь все обойдем. Блестящее что-то. Камень, дух. Хорошо. Что за фонарик? Милый бумажный фонарик зажжен там. Ну ладно. Ну, бери. Наверху стеклянного алтаря есть какая-то маска. Взяла ослепляющую маску, в глазных отверстиях большие палки. Но для чего-то, говорит, может быть использован. Ну, понятно для чего. Сейчас, кстати, довольно-таки далеко придется идти. Я вот думаю, наверное, снять маску можно, да? Деда? Успел? Странно, но... А, вот, теперь успел. Идем за дедом. Погоди. Ее снять можно? Все, нельзя, она одноразовая, походу. Так. Нельзя было жить в этом доме. Ну да, я тоже не согласился. Теперь все маски на месте висят. Пройти. Теперь надо идти туда, где у нас этот, как его... вход в подвал. Ну, не подвал, а вот этот ритуальный, где ворота здоровенные такие. А как туда пройти? Я не помню. Вроде через второй этаж. Опять призраки догоняют. Вообще ни минуты покоя. Ты смотри какие. Так. Тут у нас выход на балкон. И потом еще вот сюда. Это у нас... А, вот он балкон. Нам не сюда, нам надо спускаться. Так, вниз, да, по-моему? Ирил Гаоси, привет. Отличного стрима тебе. Здорово, Серега, еще раз. Спасибо. Надо как-то на улицу выходить. Нет, не сюда. Бля, буквально несколько дней не играл, вообще локации забыл. Что, куда, какая дверь, куда ведет. Нам нужно найти дверь, которая ведет сначала на улицу. Оттуда мы пройдем. Получается... Забыл. Бля, как же тут?
тут у нас сарай. Вон там у нас вход к этой водяной мельнице. Это мы хрен с ним с бабой, пусть летает. По идее, больше одного призрака тут быть не должно. Так, отсюда, по-моему, да, можно пройти? Закрыта не та дверь. Блин, а там нет, а там вообще к храму, получается, дорога ведет, да? Да. Это вот вода. А надо... Блин, а как в подвал-то попасть это? Я забыл вообще, где он находится просто. Так отъехать можно. Да, как же в подвал-то попасть? Он должен быть где-то за дверями большими, которые я взламывал замком. Так, один у нас ведет в сарай. Это другая глава. Тут тоже не пройти, по-моему. Или пройти. Ну-ка, отсюда. Давненько деда тут не видел. Да, не может она пройти. Ну, с этой комнаты явно все. Сюда можно не заходить. Так, дверей у нас с ключами подобными было 3. Или 4. Она еще куда-то смотрит. Ладно. Вот еще одна, по-моему, тут дверь. Но это, кажется, она ведет в другой храм какой-то. Бля, как же дед в подвал этот спускался? Хотя, подожди, а вдруг? Вдруг именно сюда? Тетка, иди в жопу, достала. Да, все, я нашел наконец-то проход этот. А чё ты не идешь? Эй! Баба перестала двигаться вообще. Ждала, пока и урон нанесут, но урон прилетел. Но этот, как его, жизни не отнялись. Опа, напотал фрейм ее. Ха! Баст карапузики задолбала летать, вот честно. Гоняет она меня по коридорам. Давай, пилюльки. Бах. Ну, я хоть вход-выход нашел. Так, теперь направо, по-моему, ну и вниз, короче. Да. Серьезно, еще один? А чё так много-то? Деда?
Ну это дед, походу. Хотя нет. Мико. Это деда, походу. Родной дед нападает. Он хоть не сложный. Чуть-чуть на Fatal Frame. Ай-яй-яй. По-моему, у меня ход замедлился. О. И деда замариновали. Готово. Он сказал то, что маска — это ключик двери. Ну, то есть его обязательно надо было валить. Он в любом случае бы здесь появился. Дед нападает, да? Смотри какой. Но анимация ползания по лестницам тут просто шикарная. Прям вообще с копыт. Она просто как ленивец это делает. Хотя при таком раскладе с ее слабенькими ручками осторожность не повредит. Так, ну. Сюда мы будем бегать еще не раз. Все, вставляем маску. Это дети, что ли, пропавшие? Слепая тетка опять появилась. Ай-яй-яй. А чё, почему она бежать не стала туда? Пойдет. Опа. Неплохо так и прилетело. Блин. Кстати, не укусила меня. Где она? О. Блин, ну не хватало фрейм. Да. Придется лечиться. Оп. А че и урон-то не прилетает? Ген. Понятно, она сзади. О! Ну и последний разок ее хоть как-нибудь надо щелкать. И хана. Где? Не шаволимся, главное. Идет. Ханай, заворачивай. Я не разобрал первое слово. Что-то про маску. Что-то она такое про маску сказала. Ну, наверное, поставь маску или что-то такое. На стене начертанный символ, открывающий устройство двери. Использовать маску слепости. О. Вот в этой голове все на масках завязано. Первая была про веревки, вторая про маски. Третья будет еще по какие-нибудь штучки ритуальные. Это дед Мико.
Дед Мику открыл ворота. И на него сразу же кто-то набросился. Но сейчас, если откроются ворота, на нас никто не бросится. Хорошо. По всей видимости, деда должен быть где-то рядом. Деда. Вот и дед нашелся. Не похороненный. Хорошо сохранился, кстати. Сколько он лет? 20 тут? Ну, 15, наверное, пролежал. У него осколок зеркала. It's another piece of the mirror. Эту бабу ведут на какой-то вот основной ритуал, который вот с помощью осколков, ну, этого зеркала будет проводиться. Вот эту вот бабу ведут на ритуал. То есть тут одна история перетекает в другую, и они все взаимосвязаны между собой. Кири ее зовут. Ну, я не знаю, стоит ли от нее убегать. Возможно. Так вали ты оттуда, чё? Стоит, смотрит. На нее толпа призраков идет, она любуется. Все, вторая ночь. Закончена. Сохранить игру. Несчастье. Третья ночь. Бабочки. Угу. Комната. Все мертвые лежат. Какой-то мужик с катаной. Камень. Еще один камень. Еще один камень. Мафую. Нафую. Она связана. То есть после первой ночи у нее отметины были на запястьях, сейчас на ногах. Получается, после третьей ночи на шее. Это то место. Это то место? Я точно уверен, что Мафуя ушел туда. Блин, я не в курсе. Давай зайдем. Куда можно пройти? И куда она приведет? Сейчас зафотаем. Чё, где? О. Мунаката. Это дед, что ли? А на месте деда никакого. Я не знаю, я подобрал осколок. Давай-ка глянем. Кассеты. Да, осколок подобран. Пойдем вниз. Оу. Надо валить. Надо валить. Двоих сразу. Как вам? Попал на Fatal Frame на обоих или нет? Да, слушай, хорошенько приложился. Ну и второй подох. Все. Двоим прилетело. Да, свидос. Еще один есть? Их тут трое?
Блин, надо их выманивать как-то. Их может быть и больше. Где еще один? Вон он. Скрывается. А, нормально. И так сойдет. Челик улетел, но обещал вернуться. Да, их тут трое было. Землетрясение. Ну, кстати, в Японии это часто встречается. Ну, что, подбирай. Что-то блестящее лежит, камень дух. Брат. Mafuyu. Don't you recognize me? Ну, типа, не покидай меня, что-то такое сказал. Потолок упал, заграждая проход. Я могу видеть сквозь трещину, но не могу пройти. Так, бедствие. Записываем. Я подготовился специально с блокнотиком. Так, 18:37. Возможно, 13:12, возможно, этот. И 13:47. Какой-то из этих чисел пригодится, по крайней мере, 2. Блин, а я не прочитал. Так, вещи. Файл. Не то. Не то. Да, 18:37. На 13-й день 12-го месяца ритуал удушения не удался, что вызвало бедствие. Выползло зло, и 13,347 душ погибло. Прям тотальный геноцид, я скажу. Ну все, по идее, можно отсюда выходить. Что-то катсцены за катсценами прям. Идут. О, Кирия, здорово. Классная прическа. Че блокнот? Давай. Там, куда указывало дело, находилась книга, написанная фольклористом. Гробница. Это вот где мы находимся. Небольшой храм в атриуме особняка Кимура называется лунным. В нем служат девы, в которой приносят в жертву. В лунном храме пусто, и это также лунный колодец. Он и свет отсвечивает на его дно ночью во время ритуала. Дева храма, очевидно, очищает свое тело с помощью лунного света на дне колодца. Дно колодца связано с подвалом. Только дева использует проход, чтобы туда попасть. По легенде, первая дева была похоронена в лунном храме, но внутри не нашли ни тела, ни доказательств. Интересно, были ли девы в этом храме вообще? Иди сюда. Она заебет. Ладно. Я сам подойду.
Что-то пока куда идти, вариантов не особо, кстати. Ну, явно на выход. Явно на выход, наверх. Показывали камни. Ползти по лестнице не стало, пока дрожать не перестанет. И что какая? Но мы сюда еще будем возвращаться, по-моему. Сейчас вот надо как-то в сарай попасть. Который у нас, где барышня повешенная находится. Лёнка. Хорошо. Никого? Никого. Ты кто такой вообще? Где это падла? Надо текать. Текать, лечиться, а потом уже биться с ним. А то это пахнет смертью. Пойдет. Несложный дух. Буквально 2 хороших выстрела и все. mr.тостер. Запоздал, родня звонила. Угу. Че говорят, как дела? Какие новости? О, что-то светится. Че где? Че кого? О. Ну, фото изображено другое место. Так она вот тут. Главное четенько ракурс поймать. Вот тут. Блин, нет. Подожди, давай пленку поменяем. Пленка. Ну вот так вот. mr.тостер. Да так более-менее. Ну, слава богу. Сейчас, наверное, у всех более-менее дела. Не так, чтобы очень. Ну и хреновым совсем. Уж очень не назовешь. Ну, это, наверное, русское этот, как он. Русский менталитет. Совсем пиздец не назвать, но и так пойдет. Так, меня в двери не упускает, пока я под нужным ракурсом не сфоткаю что-то. Какие-то доски. Но они находятся только здесь. Вот, подожди, вот эти вот 2 палки, вот так, кажется. Нет. Вот так. Вот так он. Блять, что надо-то?
Надо какой-то ракурс прям выбрать. О! Разбитая. И печать слетела. Давай заодно отфилимся. 7 часов уже наиграно, кстати. Я думаю, часов где-то за 12 я ее закончу. Ну, средняя такая, средняя продолжительность игры на PlayStation 2 это 10-12 часов. Что-то все разбито. Кто уронил мои свечки? Я их тут выставлял. Пилюльки. Так, надо на на улицу идти. Где, да? Нет, ну определенно мы идем за челиком. Пока меня сейчас показывают, в какую сторону надо идти. Но я мужика не успел сфоткать. Гром. Тут стоит каменная статуя. Может быть, это нечто вроде гробницы? Вот какие-то такие курганы мне показывали. Заставки. Ну, то есть в катсцене. Вот еще хуй знает, с какой стороны к ней подойти. Но тут вообще не бесполезно. Ладно. Но этот мужик, вот в итоге мне сюда надо попасть. Сейчас мы это дело зафотаем. Оп. На фото изображено другое место. Она похожа на алтарь. Так погоди, это... Ну я вроде знаю тогда, где она находится. Сейчас, подожди, дай бог памяти. Да-да-да, как туда попасть-то, в этот алтарь? Все, вроде вспомнил. Отсюда мы проходим в первую часть особняка, потом топаем сюда, потом сюда. Там, где большие статуи стояли, надо туда попасть. А туда можно попасть через... Кстати, можно по короткому пути дернуть. Да-да. Так, стой. Вот эта дверь, она сработает на код. Кнопки с символами. Устройство должно открывать дверь. Гравировка, она выщерблена, могу понять очень мало. Понимаю только ритуал Шинта, провалился, беда. Когда случится... Ага. Так, стой. Возможно. Записанные коды пригодятся. 18:37. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Не то. 13, 12. Раз. Да.
Слушай, по-моему, 1312 это универсальный код. Я смотрю, он второй раз тут встречается. А нахрена, собственно? Это блестит. Камень дух. Ай. Стой, еще что-то блестит. Че камень духа? По-моему, там дверь была. Тут еще, кстати, кто-то плакал. Не знаю, может это... Теперь никто не плачет. Теперь, говорят, за мной дух гонится. Валим только. Он сзади прям. Можно же на него не концентрироваться, правильно? Так свалить. Может, там только тот будет летать. Так. Кодовых дверей я помню только 3. По-моему, здесь мы будем в конце биться с боссом этой ночи. А может быть, как-то промежуточный бой будет. О, тут даже 2 блестяшки. Коробка, отлично. Еще? Вода святая. Но, возможно, это заряжает на будущий бой, ну ладно. Двери кодовых у нас 3, по-моему. И они всегда, код меняется каждую ночь. Особняк не меняется, меняется код, да? Поразительно. Стой, еще блестяшка. Да ёптать. Еще камень духа. Ну прям камнями духа зашвыряли просто. Я думаю, что на алтарь надо топать. Чё кого? Меня тут призрак догнал. На-ка. Где еще? Бам. Где он? Эй, он еще и какие-то штуками швыряет. Ау. Ну дайте хоть прицелиться-то куда, блядь. Где он? Ну-ка еще. Ну, по чуть-чуть хотя бы его почти. Блин. Почти до фотофрейма там. Секунды какие-то не успел. Давай, хряпнем. Рюмашечку. Дожди. Оп, и... Эту пленку мы поставим. Бля, опять не успел. Слушай, а серьезный мужичок какой-то. Я смотрю, прям он портуется в разные стороны. Дела делает. Три раза он тебя кусает, и ты покойник. Найдись. О, я успел. Да я успел, идите в жопу.
Да, ну и челик, конечно. За него хоть дадут что-нибудь? Да, конечно. 10 тысяч раз. Ну вот еще вот здесь что-то валялось. За ширмами. Вот. Пилюльки. И так сойдет. Так, все, идем на алтарь. Чик. Чик и туда. Сейчас, по идее, на алтаре надо вроде как решить головоломку с этими статуями. И что-то должно произойти. Так, на алтарь. Вам сюда. Отсюда мы снимаем маску. Да, чтобы туда попасть. На колонне, наверное, маска это не прокатит. Ой, ну, а почему она не предложила ее снять? Либо туда надо как-то по-другому попадать. Какая маска там нужна вообще? Вообще не пишут. Бля, и тут все поснимали, да? Ну, конечно. Так, ну значит другой проход. Значит, как заходишь сюда, только дверь на дверь прямо. Возможно, еще и вот это вообще открыто. Так, это на алтарь другой ведет. Твою мать. Не, не сюда. Хотя подожди. Что-то блестит. Только ракурс надо правильный выбрать. Причем это вообще не тут. Вот тут. Слепой демон. Окей. А теперь на алтаре берем. Слушай, я думал, что алтарь, который там с Буддами находится, коробка с пленкой. И все. Нет, все-таки туда надо идти. Ну ладно. Ладно. Тогда вспоминаем, как туда можно попасть. Это нам нужен коридор из первой части особняка. Это не сыт, это свечка. Кто-то пернул просто на нее. Духи-пердухи. По-моему, отсюда можно попасть. Здесь бесчисленные жуткие отпечатки. Ты двери открывай. Какие отпечатки? О чем ты? Так. Ну и долго вы тут бегать будете? На еще.
Если игра тебя наказывает за то, что ты слишком долго ее проходишь, то есть начинаешь тормозить, забывать, куда бежать и так далее, то с какой скоростью тогда надо ее проходить? Я вроде и так максимально не задерживаюсь тут. Так. Отсюда. Вот сюда. Он уже не предлагает маски снимать. Все, надо как-то пердолить своим ходом. Ну, значит, вот здесь проход. Стой, вот тут у нас пленка была. Дверь не открывается, понятно. Ничего тебе не дадут. Вот тут. Тут же можно было пройти. Открывай. Вот. Так, давай мы сначала спустимся вниз, прежде чем херачить на алтаре. Может быть, сначала нужно головоломку с камнями решить, а может быть с этим, как его, с алтарем. Ну, там, где Будды, там и все такое. Огромный монумент, возможно, надгробие. Вообще не работает. Ну ладно. Давай хотя бы сохранимся. И раньше мощные были карты памяти. 8 мегабайт, охренеть просто. Вот и думай, что хочешь. Ну, как бы, в смысле, там, это, ты не можешь безгранично устанавливать себе игры, потому что у тебя тупо сейвов не хватит. То есть, ну, примерно 5-8 игр ты можешь одновременно играть. Хотя это довольно-таки много. 5-8 игр лобаешь, но только их ты можешь сохранять. Остальные не поместятся. Так. Кто там вот так делает? Берем эту штучку. Пленка. Все ок. Сейчас будем биться. Священные веревки привязаны к колонне алтаря. Веревка культа. Всего их 4. Может быть, они используются для ритуала. Старый свиток лежит наверху лестницы. Документ от привязи. Не щадите деву. Это имеется в виду то, что еще один ритуал был. По рукам, ногам и шее связывали жертву и какой-то делали, проводили ритуал изгнания бесов, духов, я не знаю, может наоборот призывать. Не знаю. Свяжите, не щадите деву, свяжите ее конечности. Правая рука, левая рука, затем правая нога, левая нога. Правая, левая, правая, левая. Правая рука. Почему-то на шее она привязалась. Теперь надо левую руку найти. Она вот тут. Интересно, а я могу снять? Нет. По запискам. Мне просто не спутать бы последовательность. Хотя, подожди, а я все равно, наверное. Правая нога. Если я не могу их менять местами, значит и спутать не получится. Сейчас хозяин храма прибежит.
Дверь к алтарю закрыта. Она же открылась. А, вот входная дверь закрыта. На обратной стороне алтаря что-то есть. Камень, на нем странный символ, на обратной стороне неровность. Резьба, бирюза. Ну, вот это вот надо будет применять там, где у нас дерево, ход на улицу, где водяная мельница крутится и так далее. Это вот туда стопу. С катаной. Зырит. Она как? Где он вообще? Я не попал. Дважды. И вот, что это за ущерб-то такой? Чуть-чуть побольше. Так, нет, так дело не пойдет. Долбанул. Ладно. А чё урон-то не проходит? Я ж фоткал. Как-то. О. Неплохо ему сандолил. Ой, еще прилетело. Эх, она в Fatal Frame, я его чуть-чуть. Ну там секунды какие-то. Надо очень четенько действовать. Ну, мужик. Не туда я сфоткал. Постоянно находится возле тебя. Держит дистанцию. Нормально. Мы с ним, кстати, еще будем разбиться. Начальник новой фабрики звонил. Ну и чё? Еще из нового начальник новой фабрики звонил. Чё говорит? На работу тебя зовет, я так понимаю. Я думаю, надо идти. В наше странное время лучше, по-моему, это на стабильный заработок идти. Ой, еще куда-то приперся. А, дверь открылась тут. Так, она, наверное, и там открылась, да? Так и что он предлагает вообще? По какому разряду, там, тоси-боси? Говорит, прости, мой старый друг, я должен тебя разбудить. Как он, да? Имеет, вот что значит иметь правильный подход налаживания контакта. Если бы он сказал, типа, Максим, то, там, не помню, как тебя по батюшке. Ну, это один из немногих, кто может меня туда заманить.
Ну, это понятно. Я там то, что, ну, один из немногих, который этот прикол, который знает подход. Начальники иногда по-другому разговаривают. Так и чё предлагает вообще? Какие у него? Чем-то же заманивать надо какими-то этими моментами. В чем подвох? Чё предлагает? Человеку, прежде чем звонить на работу, ему же надо это дать стимул. Так, опять головоломка. У меня 7 ходов. Это сюда. Это сюда. mr.тостер. Да чё меньше насосов? Ну, уже хорошо. Так-то. Блин, а что, последнее не передвинуть? Бля, вот это вот надо туда, слева поставить. Но оно вообще не ставится. Я типа начал правильно и потом где-то наебался. Меньше насосов это так-то хорошо. Проще будет следить и все такое. По зарплате что обещают и какой разряд? Факты, факты. Один, два, три на месте. Вот последний надо поставить, но там вот эта вот штучка, по которой ездит, хрень это, она не работает. И у меня типа 3 хода. Причем двигать можно все 3. mr.тостер. Плюс нужен толковый один фиг, я сам себе на уме, на меня что минус. Бы повлиять надо очень постараться в плане работы. Разряд даже если 4 тонны 5 я сдам как-никак много лет на это учился. Ну да, там буквально, ну даже если возьмут там с подтверждением, как бы сколько, ну месяц придется как минимум поработать и потом все. Сам-то что думаешь, пойдешь, нет? Просто автомойка пенсию не платит. Вот что. Надо пенсию надо зарабатывать. Стажики трудовые и так далее. А там у тебя же какой-то еще, по-моему, с Катерпиллером был этот разговор. Или уже все? Уже все забыто? Похоронено? Надо куда-то что-то двигать. Вот так. Вот опять 3 знака на месте, а 4-й не передвинуть, потому что эта херня не работает. Ни одного хода не хватает. 2 даже. То может и больше. Снова японские эти пятнашки. Сейчас опять, блядь, башка взорвется. Причем первую я вообще нихер делать открыл, а вот с этой, походу, сейчас придется поебаться. Я не знаю, может быть, рандомно получится это все дело решить.
О, подожди. Это мы сюда загоняем. Это сюда. Блять, теперь это не работает. Да твою мать. А почему? Нет. Херня. Какой бы начать-то? Тут можно начать с 3. Так, если мы эту подвинем вот сюда. 1 ход, 2 ход. Ну и 3 бессмысленный. Бам. Бам. mr.тостер. Как точно нет. Пенсия, я в нее не верю. А вот новая. Просто если он, прости, ну не могу, я один раз отвертелся, а сейчас уже сложнее, плюс Доставалов звонил, говорит, ау, ты где, я жду. Да, я думаю, хоть какая-то пенсия все-таки должна быть. Может, типа не зря работаем. Возможно, да, возможно, нам не светит. Мы, наверное, блядь, возле задвижки подохнем просто, да и все. Ой, нам и не пенсия. Возможно, возможно. А может быть и все как бы обойдется. Но я вот не верю, то, что у меня будет, знаешь, я вот типа с 14 лет работаю. Ну, официальный стаж пошел с 18, как ни крути. Но я вот не верю, что у меня там будет пенсия заоблачная, типа 50 косарей. Нет, нахуй. Я, скорее всего, буду чуть выше прожиточного минимума получать, ёпта, и все. Всю жизнь отрабатываю. Ну, там, может быть, знаешь, там северные какие-нибудь там бабочки, хуявочки. Ну, 1020 будут, наверное, перечислять. А хули тут 20 тысяч, даже если у меня квартплата 10, блядь. Это вообще пиздос. Ну, это ладно. Один раз, если отвертелся, так это и не иди на гравитацию. Попробуй сходи на этот какой. На новую фабрику там поработать. Уволиться вообще никогда не поздно. Так. Ну, типа, можно поработать 2 недели. Нахуй, по собственному. Ты можешь эти по собственному писать хоть каждый день. Попробуй поработай, вдруг нормально будет. На новой фабрике Кирия, кстати, он Тесленко работает этим энергетиком. Глядишь, может быть, тоси-боси там что-нибудь тебя куда-нибудь. А вдруг, короче говоря, ты туда вообще мастером. Не отвертелся я один раз, он меня мельником звал. Подожди, а чё, допустим, тебе пойти на новую фабрику и мастером вообще? Образование тебе позволяет. Что если, допустим, ну на самом деле тебе, короче, сказать, так, ребята, вот мои ультимативные условия. Я иду к вам работать, но только мастер. И все. А вдруг? Там пока своих хватает. Ну, я так понял, к нам ты мастером точно не хочешь, да, идти? Там пока своих хватает. Я так понимаю, к нам ты мастером точно не хочешь идти, да? Ну, смотри сам, не знаю, я бы вот именно, если шел бы, то есть, если менять работу, то есть, говоря, устраиваться в ГОК, то только конкретно, ты чё, блядь, зря 5 лет возил деньги, что ли, на диплом сдавал, я не понимаю. Вот серьезно, столько ты бабок просто катал туда-сюда, чтобы не работать по профессии, это странно вообще. 5 лет ты мудохался, или сколько там, 4 года, или 5 там? Ты 5 лет туда деньги возил нахуй. Сдавал сессии, учил экзамены и так далее, но просто чтобы этот диплом у тебя на полке лежал, воспользуйся, чё. Я не думаю, что мастера прям жутко въебывают, что прям пиздец, хуже машинистов. Я думаю, что это не так.
Иди так мастером, чё. Опять такой-то. МР.Тостер. У вас Соловья одной ногой за решеткой, дамба на грани. Ну, дамба, да. Соловей, он сейчас сидит за компом, его там экологи дрючат. Там плохо все с этой, блядь, с экологией. Штрафы, хуяфы. Ну, не то чтобы он прям за решеткой, нет. Я бы это не сказал, просто, короче говоря, с налогами небольшой геморрой. Максимум что, его просто уволят нахрен, да и все. Может быть, без зарплаты посиди, знаешь, полгода, блин. Со штрафами какими-нибудь жуткими. Так. Это сюда, допустим. Это сюда. Это сюда. Та-дам! Короче говоря, не задумываясь над этой головоломкой, я пока с тобой пиздел, просто рандомно покрутил, и все получилось. Вот это хорошо. Это мы делаем. Бля, я думал, это бочки какие-то врезанные. Тут, наверное, пивасик гнали. Самогончик там всяческий. Так, в центр я потом туда подойду. МР.Тостер. По поводу мастеров, там, кстати, и косячников много. В смысле, тебе придется вот так вот дрючить людей? Ну, блядь, это работа такая. Косячат все, на всех участках, на всех работах. Любому мастеру, начальнику, вышестоящему руководству приходится прессовать своих подчиненных, так или иначе. Можно словами договориться в спокойными, шутливой форме. Просунет подменным или нет, но я пока не думаю. Ну, а ты подумай. Подумай, используй свой диплом в дело, блядь. Ну нахрен, правда, столько времени и сил потрачено, просто чтобы, блядь, за копейки... Я про мастеров. Я понял. Просто чтобы за копейки работать, как бы, а диплом лежал. Сколько ты туда за 5 лет вот отвез? 1300, наверное. Да какое 300? Больше? Пятихатку, наверное, свез точно. Просто чтобы он лежал, но это такое. А то, что косячников много, да, блин, везде их много. Просто если найти нормальный общий язык с работниками, то с мастерами нормально общаться можно, как бы. Я тебе как подчиненный говорю. У нас вот с моим мастером отличные отношения, как бы. Без базара друг друга прикрываем и так далее. Всегда договариваемся и все. И в итоге получается нормально. А другая смена, короче, у него мастер мудак. И вот он постоянно, и мастер косячит, стучит на этих, и сам себя закладывает. И там полный бардак, и в общем все ругаются, ссорятся. Или вообще просто стараются не общаться. Вот и все. Так что, смотря какие люди просто. Если человек говно, то он и мастером будет хуёвым. 300к это только оплата за обучение, плюс контрольный, плюс жизнь. Плюс шлюхи. Это только плата обучения плюс. Плюс... Плюс жизнь, плюс шлюхи, плюс бухло. Бухло. Ну вот, плюс блэкджек, какой-нибудь ебаный в рот этого казино и так далее. Ну да, вот 300к, короче, ну еще 200, наверное. 200, а то и так же 300, короче. Добавляй туда, вот считай, пятихатку свозил, просто чтобы этот диплом у тебя лежал в коробочке. Ну нахуй он тогда такой нужен? Можно было просто не париться и за пятихатку себе еще одну квартиру купить, короче, и сдавать ее, я не знаю, вон вахтерам, блин, вахтовикам точнее, не вахтерам, вахтовикам. Вахтовикам сдавать ее и пассивный доход иметь в виде 10 тысяч, допустим. Недвижимость, кстати, в этом плане прикольная штука. Можно не работать, а просто контролировать процесс сдачи квартиры. Спокойненько себе это получать бамбурики. Понемножку, помаленечку. Но квартира окупается с определенным количеством времени. Ладно, она нашла какой-то охуительный дневник внутри шкафчика. Обрывки.
Тайна шкафа и лунного колодца. Фу-ху-ху-ху. Прям это, Таня Гротер или как там, блядь? Гарри Поттер, и тайная комната. Тайный колодец. Лунный колодец. Внутри лунного храма спрятан специальным механизмом. Короче, лунный колодец внутри храма спрятан специальным механизмом. Кабинет открывает вход в лунный колодец при выполнении ритуала. Кабинет открывает вход в лунный колодец. Ну, что, ну, видимо, написано для выполнения ритуала. Но я не думаю, что такое может быть. Дальше. Есть лишь слабое описание этого устройства. Получить символы 4 веревок и показать печать семейства Химуру. Это значит, чтобы открыть дверь, нужны символы, которые есть у 4 священников этой церемонии, и печать семьи Химура. Но сейчас, когда семьи больше нет, никто точно не знает, каким образом получить эти символы и печать. Я знаю, блядь, как получить символы ваши. Сейчас поясню. Вот один камень. Кстати, а другие, они не открываются? Так, стой, давай мы пленочку поменяем. А то это все классно, конечно, но я расходую драгоценную пленку. Нам нужно 4 камня найти. Эти камни охраняют призраки священников. Второй камень. По-моему, там, где бабка висела. Таких камней будет 4. Один у нас возле комнаты алтаря. Второй возле воды. Третий. Ну все. Короче, колодец, вода возле алтаря и возле дерева. Все. 4 призрака надо запетушить. И, короче говоря, этот как он. И какие-то символы, я не знаю. Что-то куда-то надо нажать, применить. Наверное, вот здесь. Да. Пыталась нажать на кнопки, они не поддаются. mr.тост. Кстати, что ща по 5 минус? Ну, по день? 5-й, 60. 60, где-то 65 примерно, вот так. Ну, сам знаешь, что день от дня не зависит. Ну, точнее, месяц от месяца. Первого мужика нашли. В смысле, я ему хватал фрейм, долбанул. Чё за хрень? Идём погулять. Короче, 5-й разряд это 65 примерно. 60-65, а мастер это ближе от 65 до 68, по-моему, такая. Потому что у мастеров вредности нет. А новая или по старой? Хер его знает, а какая была старая? Ты по новой системе оплаты или по старой? Какая была новая старая? Так, давай хотя бы ему по чуть-чуть долбать. А, блядь, в стенку уперся. Вообще лечиться надо. mr.тост. У нас графитацию привели на новую.
Но гравитацию перевели на новую, потому что по количеству объемов продукции. Флотацию тоже перевели, но у нас старый этот такой. У нас старая оплата. mr.toaster. Новое зависит от плана, старое с бонусовками. Да, мне кажется, эти бонусовки скоро отменят нахрен. О, мужик какие-то бафы накладывает. Меня поперло. Пойдет. Ну еще разок бахнуть. Вот так, до свидания. Вот, первого мы, короче, забодали. У нас оплата по старой, потому что я не могу контролировать количество продукции и план. С него ничего полезного не выпало. Вроде ничего не блестит. Вот сучка куда-то пялит. Ладно, все, мне к воде. Стой. Опа. Чпок. Яй. Это мамашка или бабулька? Не помню. Похер вообще. Тут просто одна история вплетается в другую. Кто кому брат, сват. Где-то тут светилось что-то. Вот. Давай-ка мы на один снимок пленку поменяем. Это что-то как-то не густо. Чё кого? Аж где-то тут светилось. Во. Хиросака. Мы с этой бабой виделись. Она в первую ночь, по-моему, тут как раз и была. Это которую придушили, по-моему. Хиросака. Сейчас у нас еще один будет чувак. Пленочку. Чик. Поехали травить этого второго чела. По идее, надо успеть слинять назад к фонарикам, чтобы он дамажил. Не это. Ошибка не стала. Что-то про жертвы мира, там что-то болтает. Ну, в общем, ладно. Очередной туф, короче. Надо дамажить, когда... Пойдет. Надо дамажить, когда у них башка появляется. Им типа хозяин этого особняка головы порубил. Какой там, любовь и голуби. Сейчас, говорит, голубям твоим бошки все поотрывай начисто. Оп. Ай, блядь. О, мы его застанили, наконец. Как тебе такое, сучонок? Ну и все. Я, короче, научился этой шляпой пользоваться. Сейчас им всем будет немножко пердык. Отличная способность противников станет.
Все, второго запупонили, короче. Теперь надо это, что-то там взять, там что-то блестело. Мы выполнили указание учителя и спрятали гостя. Я сказал Кире, что гость вернулся домой. Нужно будет унести тело подальше, чтобы Кири никогда не узнала. Мне жаль этого беднягу, но иначе нельзя было. Мы, священники, должны уберечь могильную деву любой ценой. Ясно. Бабу спрятали, короче. Вот, а по поводу этого зарплаты, короче, 5-го разряда. Но между мастером и 5-м разрядом где-то разница где-то от 3 до 5 косарей. То есть, если 60-65 у 5-го разряда, то примерно 65-68 у мастера. Как-то так. Но мастер, допустим, ну, кувалды не машет. По крайней мере, смотря, конечно, какой цех там, все такое. Но мастер есть мастер. Ну, еще как ЭТР, бонусы всякие, плюшки там, хуюшки. Ну и нагрузка тоже может быть больше. Кстати, я прям четенько знаю, куда идти. Это прикольно. Блестяшек никаких случайно, нет? Тебя, блядь, еще не хватало. Кто-то? МР. Леша у нас на комплексе мастеров готов. Так, я ему потолфреймнул. На комплексе мастеров-то толком не осталось. Да я тебе скажу, сейчас вообще, в принципе, с персоналом очень большие проблемы на комплексе. Почему-то все жестко валят с комплекса и, как правило, либо уезжают, либо просто переходят на рудник, там еще куда-нибудь. Ну, много разных объявлений, все хотят, короче говоря, быть начальниками, а не мастерами там или обычными рабочими. Так было всегда. Да надо думать, сам уже комбинат просто подает объявление, когда такое было. Сам комбинат подает объявление, типа требуются трактористы, требуются там какие-нибудь слесаря, требуются машинисты насосов. Когда такое было? Обычно наоборот, очередь там на одно место чуть ли у нас раньше было там по 2, по 3 человека. Бах. Вообще, короче, теперь... Это позор, согласен. Вообще с этой способностью просто на изи все проходится, ни одного лишнего снимочка. Единственное, только ловить фаталфреймы, ну, чтобы побольше снимать, а так похер вообще. Все, до свидания. Это не то чтобы позор, как бы, но условий нормальных нету. Адори хаты дешевые, это как бы плюс, хороший плюс. Просто зарплаты сами по себе, все люди стараются что? Прийти на работу и заработать хорошую зарплату, а не вкалывать за копейки, там 50 тысяч нахрен. У тебя будет. Зарплаты не поднимают, поэтому не валят, а все убегают с комплекса. Единственное, что немножко хоть исправить хоть как-то ситуацию, поэтому решили перейти на качество оплаты, ну, то есть оплату по качеству продукции. Вот. То есть больше качества, то есть есть стимул появился у людей, появился стимул слаженно и качественно работать всей бригадой.
Ну, типа, всем комплексом чуть ли, блин, обогатительным, чтобы побольше зарплата была. А так как, если у тебя зарплата одна фиксированная, то и соси хуйца, короче, и все, и будешь ты одно и то же получать. Вот у меня, допустим, от качества продукции ничего не зависит. Отсюда геморрой в том, что я никак не могу повлиять на свою зарплату. Если бы мог, я бы повлиял. Я бы, типа, блин, побольше работал, получше работал. Вот и валят все с комплекса. Еще такой момент, мы когда с ним на одном участке были, мы думали, как что сделать, что минус. Бы поднять общий уровень технологов, но потом нас разлучили. Ну как поднять общий уровень технологов? Типа то, что обучить получше персонал, чтобы более грамотные были, или количество? Количество или качество? Вот чего вопрос. Ладно, я давай зачитаю записочку увлекательную. Ритуал не удался, особняк наполняет злоба, и это зло свело учителя с ума. Кто мог подумать, что случится бедствие? Да. Угу. Качество. Ну, видишь, если качество ты поднимаешь, это, конечно, полезно. mr.toaster. Качество. Это, конечно, полезная штука поднять качество, но... Если, да, в принципе, если технологов немного, и если они не бухающие, исправно приходящие на работу, ну и там, не будем в учет брать болезни, как бы, если они нормально вкалывают, то количество не нужно. По идее, нахрен тебе 8 машинистов, которые ничего не соображают, если можно достаточно 4. Ну, 4 смены, 4 машиниста, 5 на подмене. Вот у нас бывает там на первой сидят там 2-3 балбеса просто, но они не соображают ни хрена. И учиться ничему не хотят, понимаешь? Они в телефон залипают, там такая хуета. А потом, когда пиздец случается, они начинают бегать. Они начинают советы спрашивать. Ёпта, а что тебе мешало просто до этого взять и поинтересоваться? Качество в любом случае надо поднимать. Ну вот, допустим, я не вижу смысла этих ребят обучать, потому что, ну, во-первых, я не с ними работаю в одном цеху. Во-вторых, я не вижу смысла качество их обучать, даже если я с ними останусь. Потому что мне, во-первых, за это никто не доплатит, а во-вторых, во-вторых, у меня зарплата фиксирована. А если бы они могли бы вместе со мной повышать это качество продукции и получать больше зарплату, тогда да, вот мне, пожалуйста, стимул улучшать контингент. Я бы мог обучить, мне это, блин, стоит, ну я не знаю, 2 недели чувака постажировать. Ко мне ребята приходили, которые гайки крутить не умели, ключами элементарными работать. Вы что, говорю, делаете? Чем ты всю жизнь занимался? Велосипед не можешь починить? Ну, то есть, короче, как? Ну, я говорю, у тебя что, в детстве велика не было? Я не знаю, в детстве мы свои велосипеды, я не знаю, еще мишутки, когда у нас были вот эти двухколесные, к которым 4 колеса приделывались. Там у них колеса, по-моему, что-то диаметр 16 или 14, что-то такое. Мы эти мишутки, блядь, переворачивали на попа нахрен во дворе, его весь перебирали просто возле падзика. Цепи клепали, блядь, и все остальное. А сейчас чувак отучился, ПТУ закончил. Правда, на диспетчера, что... Вау, вообще у меня в голове не помещается. Как можно 3 года учиться, блядь, трубку поднимать? Ну ладно, хуй с ним. Диспетчер так диспетчер. Так все равно, ну что, ты никогда в жизни не держал гаечные ключи? Я понимаю, конечно, жизнь у всех разная бывает. Но, блядь, если ты не держал ключи гаечные, что ты тогда делал? Я так понимаю, отвертки он тоже, наверное, не держал. Хотя, хуй знает. Может быть, хотя бы отвертку держал. Он не знал, в какую сторону у нас гайка, резьба идет. А вообще. Вот таких вот приходилось тоже учить. Приходилось учить, которые ребята вообще ничего не запоминают. mr.toaster. У меня стимул всю жизнь был один, это будет мой сменщик. Ну так. Оставить преемника, обучить. Ну, самурайский путь. Таков путь. Конечно, обучать надо. Но главное, чтобы у человека, во-первых, было желание.
Это желание у человека может появиться в двух случаях. Если его прет эта работа, либо его прет стимул высокой зарплаты. И я не знаю, что из этого может хорошо получиться. В принципе, знаешь, вот когда ребята молодые приходят, как бы с училища там и так далее, для них зарплата 30-ку. mr.тостер. Не буду хвастать, у меня есть талант к обучительству. К обучению. Ну это ж хорошо. Я тебе скажу, не каждый может такими талантами похвастаться. Так вот, приходят ребята, как бы молодые, для них зарплата... Это мы, блядь, часто, знаешь, такие зажравшиеся, сидим, выбираем. Тут 50 платят, тут 60 платят. Молодые приходят, им, блядь, и 30-ка в радость на самом деле. Это потом он уже поймет для себя то, что ебаный в рот, на кого он работает. На. С такой зарплатой у него есть стимул расти дальше, то есть учиться. Отсюда. Делаем вывод. Обучать ребят надо. Главное, чтобы у них было желание. Ко мне бывало приходили такие, как бы, чуваки, которые... Ну, он придет, как бы он, допустим, поймет, что там по процессу, ну, конкретно сдаст экзамен, и вот он сидит с одним разрядом до потери сознания вообще. Его это устраивает. То есть он не хочет больше получать. Его устраивает тот минимум, на который он пришел работать. Ну, точнее, с которого начал. Я не знаю, может быть, это неуверенность в своих силах, мозгах. Я задавал вопросы, как бы, типа, а как, чувак, ты не хочешь, что ли, больше заработать? Камон. Нет, говорит, все нормально. Меня устраивает зарплата, я ничего делать не буду. Не буду сдавать там и так далее. mr.тостер. Как я знаю. У меня, кстати, хорошая пленка заканчивается. 40 выстрелов осталось. Давай-ка мы, наверное, мелочевку. Будем зелененькой мотать. Типа фиксации я научился пользоваться, да? Если мы можем станить призрака, значит можно и обычной пленкой их мочить, ничего страшного. Надо вспомнить, как теперь переть. Ну все, я вспомнил. Нам доколоться надо, там 4-й мужик сидит. А потом к алтарю. Скрип, 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 скрип. А, не туда. Да не туда ты пошла, ну что ты. Кстати, по-моему, 3-ю ночь я гораздо быстрее, чем 2-ю закончу. Хотя она, по идее, должна быть тяжелее. Что-то она там пялит. Что-то лежит у моих ног. Ног. Кто там? Где? Ты где? Ты где? Кто вообще? На этих бледей, короче, не работает. Пойдет. Давай еще.
Fatal Frame. На этих стан не работает на вот этих облачках. Сейчас будем еще один код, кстати, подбирать. Таких еще 2. Я думаю, что первый подойдет. Так, да. Гравировка, злые души потеряны. Так, давай 18:37. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не то. Значит, 13:47. Раз. 4, 5, 6, 7. Вычеркиваем кодик этот. Значит, 18:37 где-то в другом месте. Хер его знает где. Ну, дверей тут только 3 таких. 2 типа хлопнул. Осталось где-то еще. Я забыл, где она. Ну, попадется, я ее открою. Так. Сейчас у нас здесь челик должен появиться. Ну, давай мы сохранимся. Чё бы нет, давненько так не делал. Да нет, сет, это гром всего лишь. Я вот не понимаю людей, которые грома боятся. И клоунов, кстати. Но есть фобии такие. Он сетый прям. Бах. А че это? Как он меня ударил? Так, мне надо лечиться. Давай, лечиться. Делать. Прям в жопу мою. Тяношную. Так, мужик, ты хорош. О. Сейчас мы его как долбоем. Ладно, и так пойдет. Все. Опять надо учиться. Даже 2 пилюльки сожрать надо. Бах. Первый раз не задамажил, а второй раз пол здоровья просто. Ах ты ублюдок, мать твою. Давай, покажи башку свою. О. Сейчас ему как пролетит. Блядь, я передержал. Ну, камон. До конца-то не жри меня. Так, я думаю, мне хватит. Короче, будем довольствоваться тем, что есть. Я мне, конечно... Да, ёб твою мать. Не хватал прыг. Пойдет. Встанем и щелкаем. Хорош. До свидания. Сейчас нам нужно вернуться на алтарь. Я не знаю, там надо будет последовательность угадывать или нет. Угу. Dead. Мы типа все мертвы, там что-то такое.
смена жреца. Теперь я вижу, что решение учителя было неудачным. Кири поняла, что мы спрятали гостя. Кири подавленная и неспокойна. День ритуала быстро приближается. Надеюсь, все пройдет хорошо. Почему я не нашел после первого мужика, я почему-то не нашел этот... Я не нашел журнал. Наверняка там где-то валяется. Ну ладно. Не суть. Если бы была такая возможность, я бы очень хотел отключить по звуку фагии. Я как устаешь. Вот этот каждый скрип, как бы. Хорошо, что они меняются. Если бы они были одинаковые, вот такого звука, там, наверное, у меня колпак бы слетел нахрен. После 2 часов игры просто. Я вот совсем не помню, где дверь можно найти с кодом 1837. 3 двери всего в особняке. А какая из них, хер его знает. Ну, там, возможно, в этой двери просто этот какой. Просто какие-нибудь, допустим, зеркала, ой, точнее, камень духа, допустим. Может, еще что-то в этом роде. Не сюжетная, короче, походу, дверь. Если бы была бы сюжетная, я бы ее обязательно встретил. Что открывать? А начинает тут у нас. Так, ну и чего? Символы на санскрите можно нажимать как кнопки. Когда я нажал на кнопки, устройство появилось под ящиками. Какое устройство? Что-то где-то появилось. Пялит все время. Она прям зырит вот в этот бок. Надо нажать символ соответствующей стороны там, где мы нашли соответствующего чувака. Где понять какой? Эта штука вообще не работает. Подожди, она должна же работать. Я какие-то символы нажимаю. Причем, я думаю, последовательность это реально важно. Ну, допустим, нажать. Ничего. 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 Да, нажал, устройство появилось. Угу. Ну, тут сложно, тут просто чисто наугад тыкаешь и все. Не стали из этого делать какую-то головоломку. Тут надо сфотографировать. Щелк. Красная жидкость вытекает из отверстия на пьедестале напротив шкафа. Нам теперь надо по следам крови
по следам отрубленных голов вот этих вот 4 жрецов идти там, где оно должно быть. То есть вот этот мужик с катаной, он отрубил головы жрецам и... Здорово. Еще раз, ты пришел с магаза? Эвил Гаоси. Да, Ну да, сегодня ж пятница, а тостер только в магаз пошел. Короче, все затариваются бухлом, да? Готовитесь к выходным, ребята, я смотрю. Жрецам, короче, этот мужик, хозяин этого поместья Химура, он, в общем, бошки им снес нахрен, и эти головы отрубленные нес куда-то. Пошли искать, в какой стороне. Ну, двигаемся чисто по следам. Чпок-чпок. Я так понял, что этого мужика с катаной надо дважды победить. Один раз мы уже пятна чего-то красного, как кровь, разбрызганы по коридору. Один раз мы уже с ним бились возле алтаря. А теперь надо вот еще... Вон следы крови. Теперь надо еще раз найти его. Так. Ну, тут сложно не пропустить. Дальше пошли. Так. Кстати, тут и есть третья дверь. Да? Или я ее взломал? Да, я ее ломал уже. Я ломал стекло. Ну вот он тут. Сейчас мы с ним биться будем. Босс файт. В центре комнаты есть большой бассейн с кровью. Ну, не бассейн скорее, а просто пятно. Эвил Гаоси. Как там погода на севере? У нас сегодня плюс 15 аж. Народ в футболках повылезал. Нихера себе. У нас днем... mr.toaster. У нас у нас днем примерно 0,1 градус, там, максимум плюс 2, это если солнышко посветит. Особо ничего не тает, наоборот, снега тут за пару дней нахерачило вообще. А ночью минус 10. Шапки, куртки, все нормально. Днем солнце, потом пасмурно. Все ходят в концертных валенках, короче. Да нет, ты чё? У нас только в начале, ближе к середине мая, у нас только снег начинает более-менее сходить. Сейчас каша, у нас даже каша еще не началось. Был какой-то предпосыл на то, чтобы весна, там, ручейки и все такое? Нет, ни хрена, все, короче, обратно задубело и все обратно заморозилось. И обратно все навалилось снегом еще. Наверное, еще в 2 раза больше. Так что... Не в мае, а в апреле? Да нет, ты чё? Ну, у нас... mr.toaster. Не в мае-апреле. У нас на 9 мая частично снег еще лежит. Но он не полностью растаявший, но частично. Эвил Гаоси. У нас позавчера было около 0 и куча снега. И тут 2 часа дня аномальная жара. Все растаяло, солнце и всю неделю под 15 обещают. Ну, прям этот, как его... И на югах, глядишь, можно и картофель высаживать, ёпта. С помидорой. И огурчиков немножко. И уголовный кодекс так между пальчиков сейчас, потому что этот, как... очередные там эти же... ввели там эти не санкции, блядь, эти законы там, то, что все должны еще какие-то там жесткие, короче говоря, платить там пошлину, я не знаю, там, за то, что у тебя есть участок, за то, что ты выращиваешь там, блин, не 100, а, допустим, 2 сотки картошки, ты там еще дополнительный налог будешь платить, ну, в общем, все нормально. Как его, сказка Чиполлино в действии, блядь.
Я не знаю, как можно просто вот бабулька, которая, я не знаю, скрюченная, у нее там пенсия 15 тысяч, короче, она эти мешки, блядь, с собой на горбу таскает всю жизнь, ёпта, с этой картошкой. А у нее еще последние бабки отбирают, блядь. Да, я вот читал тоже. По-моему, мне Или мамка голосы. что-то подобное Чё-то я говорила. такого не видел. Может, вброс. По-моему, мне мамка что-то подобное тоже говорила. Она ж там это тоже сейчас у нас огородник, ёпта. Ну, у нее, я не помню, сколько у нее огород, по-моему, 7 соток. 7 соток только картошки. Она там всякую дичь выращивает. Тыквы там, капусту, кабачки и всякую хуйню, короче. Надо, чтоб сало выращивал. Надо грядки с салом, блядь, делать. Одну грядку с салом, вторую с самогонкой. И поливать почаще. Не забывать, нахуй. А то вдруг. И чтобы этот, как жук колорадский, не поел. Тостер. Есть такая тема для дачников, новый ништяк для дачников. Эрил Гаоси. Ща все тяжче правду от лжи не отличить. Чего только не пишут. Чтоб панику в стране поднять. Ну вот, я где-то видел такой видос, там какой-то чувак сказал, что во время войны, военных действий там или спецопераций врут все. И одна, и другая сторона. А то, что до войны вот этот закон, я помню тоже. Я и читал где-то, и мне что-то такое там мамка говорила, то, что там какие-то, короче говоря, налоги дополнительные появились, если ты там выращиваешь что-то, либо у тебя огород там про какой-то определенный размер огорода дополнительными налогами что-то облагается. Я вот не знаю насчет содержания скотины. Тоже запросто, возможно, надо это доплачивать. Не знаю, может быть, а может быть и нет. Хуй знает, короче. Вот. Ну, что-то такое вот. Про овощи, фрукты, короче. Был. Читал не раз, причем читал. И мамка вот что-то говорила, я не припомню только что. Я ей особо... Эрил Гаоси. Нет, Я не знаю уникаю, только, что она болтает. мангал от забора и дома должен стоять подальше. Ну, мангал вообще, по идее, даже от людей должен стоять подальше. Люди вспыхивают, как эти, как спички просто. Мы однажды в КВН, короче, в путяге лобали. Вот, и чувак, ну, там номер был, короче, чела, но нужно ему было горючку выпить. И потом изо рта я вот так вот хуяк, короче, выпрыснуть огнем. Ну, как это факиры у нас делают, короче говоря. mr.toast. На опыте чувак. На опыте чувак, к слову, кстати, на опыте чувак не знал, как это делается. И он просто ее как слюну выплюнул. А надо ее как пульверизатор было между губ так. Вот так вот. И выдувать, короче. У него морда как вспыхла, нахуй. Пиздец, просто у него... Я видел, как у него ресницы, брови горят. Он просто, у него лицо как факел вообще. Просто за секунду нахрен. Чел, который ближе к нему стоял, короче, он пока летел, он в полете куртку снял, ему на морду приземлился просто. Он упал на него сверху и накинул ему на лицо куртку, короче, и начал ему по лицу просто месить рукой, вот так ладошкой, короче, чтобы огонь хоть как-то притопить нахрен. И все, а чел встает, он в шоке вообще, у него ни ресниц, блядь, ни бровей, ничего нету. Заодно и побрился, ебать. Факир, стрижка секунды. Так это пиздец. Вот реально он чуть не сгорел. А прикинь, короче, если какие ожоги нахрен на лице, там глаза просто, я не знаю. Можно же запросто белки там опалить, я не знаю. Глаза там, да щеки, да это просто, кожа на лице очень долго меняется. Ну, в смысле, у нее регенерация не такая, как на пальцах, там, я не знаю, на жопе, блядь. Под мышкой, ебать, тоже. Ну, везде же, толщина кожи и реген у человека в разных местах разные. По-моему, на лице дольше всего меняется. Проходят какие-то там болячки, хуячки, прыщи, блядь. Хотя прыщи, я не знаю, по-моему, быстро заживают. Главное их не давить, по-моему. Хотя кто-то давит, ему похер. Кто вообще тональником себе это как рожу мажет, там, я не знаю, можно шпателем, блядь, потом соскребать.
Была у меня такая бывшая, которая просто на себя 2 килограмма тональника таскала. Жесть вообще. Потом, блин, после всяких моя поцелуйчиков тоже от нее стоишь, Я как утираешься человек просто. со шрамом на лице говорю, на лице очень долго. Не, ну шрам это другое. Шрамы тоже, кстати, выводят там какими-то лазерными коррекциями и так далее. Но это денег стоит. Сейчас, по-моему, любая фигня выводится вообще. Сегодня смотрел, как безумные телки же делают себе татуаж бровей. Ну, то есть татухи, блядь, себе на бровях набивают, чтобы потом не краситься, ёпта. Стрижку на жопе с помощью огня, а где то делают в жарких странах. Да, не только в жарких. Неважно, в какой стране ты живешь, ты себе можешь просто пернуть на огонь и сделать себе заодно стрижку очка. Меня, пожалуйста, приходишь в парикмахерскую, а там, короче, кресло такое гинекологическое, ты как креветка туда залазишь, короче, хуяк встаешь, там, мне, пожалуйста, под полубокс, короче, а кому-то наголо, а то там реально просто берут этот лак какой-нибудь телочий, нахуй, на зажигалку, хуяк, пух в очко тебе. И все, там потом только сухари надо стряхнуть, и все. Ну, там достаточно этим какого нулевочкой пройтись, и все. Ну, либо бархатом. Если у тебя жопа очень нежная, то можно бархатом пройтись. Ну, давай захуярим этого босса. Хотя нет, давай, наверное, перекур, а потом босса захуярим. Ща подойду. Моя подкрашивает брови для контраста и ровности. Выглядит нормально, если не перебарщивать до уровня спорта. Моя подкрашивает брови для контраста и ровности. Выглядит нормально, если не перебарщивать до уровня бабу поебала. Моя вот вообще практически так чисто ресницы красит и все. По-моему, вообще, лично по мне, должно быть минимум косметики у женщин. Ну зачем, когда до хрена штукатурки? Видели там эти фотографии? Я, по-моему, даже в группу у себя скидывал ВКонтакте. Там, где баба просто себе вот такие вот брови, блядь, нарисовала, нахуй, как эта буква М, нахуй, на Макдональдсе, ёпта. Там какие только не рисуют, пиздец, вообще трешак просто полнейший. Но это дичь какая-то, конечно. Это перебор.
Я вот тут не понимаю этот татуаж, но, в принципе, мне объясняли то, что для простоты, короче говоря, накрашивания Бартгамер, морды. всем привет. Здорово, Барт. Спасибо за лайкос. Некоторые, кстати, быстро бабы красятся. Допустим, Бартгамер, у них занимает накраска морды, там, я не знаю, 10 минут. У кого-то 5. А кто-то любитель, знаешь, поторчать возле зеркала 2 часа. Просто. И без макияжа, допустим, они за хлебом не выходят. Это пиздец. Чтобы выйти 10 минут в магазин пройтись, надо 2 часа краситься. Я вот эту фишку вообще не понимаю. Ну, ёлки, блядь, что сказать. Я не знаю, я вон тут в трейдниках в магаз ближайший, если что, хожу, мне похуй вообще. В тапочках, правда, еще не рисковал домашних туда шароебиться, потому что можно по пути тапочек потерять. Ну, вдруг еще какой-нибудь этот маньяк нападет на меня, тапки ворует. Ирил Гаоси. Кстати, ты мне не говорил, что мелкий в животе может херачить как подросший ребенок. Жесть, каратист растет. Мы когда с моей бывшей женой жили, вот она была на сносях, короче, просто вот она лежит, телек смотрит, короче, и хлоп, там то рука появится, вот такие, как на экране сейчас, красные, короче, руки вылезают, то нога, блядь, вылезет, это пиздец, немножко жутковато, кстати, смотрится. Такое ощущение, как будто у него, блядь, ксеноморф какой-то там тусит вообще. Это жестко на самом деле смотрелось. Да, пинается и все такое. Бывает там ребенок просто как-то неровно ляжет, там, блин, и она типа, нужно ей там на один бок повернуться, чтобы ребенок в другой бок перевернулся. Они пинаться, да, начинает, все нормально. Они все каратисты так-то. Только у них этот пояс какой-то из цитрусовых, нахуй. Death Stranding. Ну да. Только в Death Stranding этот... Вот-вот, прям Death Stranding. Очень Только в Death Stranding он в хорошей такой плотной капсуле ребенок находился. Ребенок там прям жестко был его было почти не пробить эту капсулу. Такая, кстати, странная механика, пиздос. Там малой разнулся, его надо покачать, там, блядь, джойстиком потрясти. Ну, я вообще в основном на него хуй забивал, он просто у меня орал и все. Я такой. Я и свою-то дочку не особо укачал. Жаль ждать долго, чтобы погнал в магаз, да, на работу. Вон у хохла, ёпта, этот какого. Он говорит, сейчас малой подрастет, короче, мы его сразу в Суворовское, ёпта, или на Химовское ёбнем, а потом уже сразу, он как только выпускается, на работу и все. У него еще была идейка его сразу в детский дом отдать, с детского дома по выпуску, потом в Суворовское отдать, а потом это сразу на работу, и все. И потом на него на алименты подать, нахуй. Пускай, блядь, он въебывает на тебя. Ну, конечно, это все в шутку. Конечно, в шутку. Никто никаких детей не собирался. Осуждаю. Буду как на Твиче, блядь, орать, короче. Осуждаю. Ирил Гаоси. Такие дела. Да, дети, конечно, это цветы жизни. А бабушки, блядь, кактусы смерти, кстати. Я занимала вот это вот говно, знаешь. Я тут с 6 утра стою, блин. Зубы себе повыпердили, блядь, а потом еще и выделываются. Ну, это жопа. С бабками вообще отдельный разговор. У меня к ним какая-то личная, по-моему, неприязнь. Я, наверное, бабкин расист. Я не знаю. Надо футболку себе, наверное, на всемайки.ру, короче. Надо себе футболку забазать без бабок там. Есть без баб, а есть без бабок. Или бабки офф, короче. Долой бабки. Что-то в этом роде. Ну, я придумал. Надо покумекать по этому поводу. Ладно, что, давай с босса захерачим. В игру. Я тут в офис гонял на неделе своим ходом. Отвык. Бабки жестко. Здесь выкупил. Благо теперь его полно.
Так, ну, урончика ему прилетело, но я его что-то заставить не могу. Ладно. Давай чуть подальше от него отойдем. Кстати, похилиться бы надо. Я тут в офис гонял на неделе своим ходом, отвык, бабки жесткие, сахар весь выкупили, благо теперь его полно. А у нас, кстати, я вот сегодня что-то обратил внимание, сегодня и вчера был в магазе, по-моему, что-то с сахаром не очень густо. А нет, в одном магазе был сахар без проблем, а второй до сих пор пустой. Пятерки привезли до хера сахара, а в магните не было. Но с сахаром тоже это отдельная песня вообще. Куда они его девают, я не знаю. Чем урона-то не прилетает? О, наконец. Пойдет. Побежали в другую сторону. Это прям рядом со мной. Сукин сын какой. Бля, ну почти на пока проявил его. Нихуя какой. Он мне комбо заебашит. У меня есть отличный самый медовый угон. Приезжай, и прям настоящий спиртоглот. Ну а чё бы и нет-то, продукт если домашний, он же как это. Он же хороший. Ну в плане том, то, что и сивуха и так далее, но башка не болит с таких напитков, почему бы нет? Если есть возможность, допустим, за столом бахнуть самогонки, то я эту возможность не упускаю. Так, он опять летит на меня и пытается меня загасить. Ну, один удар остался. Как-то так ему и ебнул, пойдет. Жесткий мужичок на земле, где было привидение, что-то есть. Печать хозяина. Хозяина. А куда ее девать? Так, надо вот эту штуку сфоткать. Вон там горит. Ирил Галуси. У меня на свадьбе кроме шинкуня, вина и по мелочи был ток Сэм свой. Выжрали весь Сэм, остальное особо не тронули. Не, у меня по стандарту была просто водка, шампанское и там немного вина я покупал. Блядь, да чё фоткать-то надо? Какую-то петушку вот эту. Так. Мы, по-моему, выжрали за свадьбу то ли 2 ящика водки, то ли 3. Я помню, что еще я приходил к теще, по-моему, 2 или 3 дня подряд. Она, потому что бухло все забирала. Ну, бывшая теща. Она забирала бухло со свадьбы. И я потом 2 или 3 дня подряд как бы к ней ходил, там брал по несколько бутылок водяры. Ну, ему объебывались в очередной раз. Вот. Я еще потом эту водку, короче, по-моему, еще где-то пару недель, наверное, допивал. По-моему, раз на 3-й или на 4-й, когда я уже пришел, короче, к ней, она говорит, да, блядь, забирай все, короче, пускай она лучше у тебя
Стоит, хули ты сюда ходишь? Хватит, бля. А чё, прикольно, как по талонам, знаешь. Показал тёще паспорт, короче, я типа дрючу вашу дочку, да выдайте мне, пожалуйста, Кирилл водки. У самого Упитова была кличка «Глубокая глотка». Я не знаю, кто был самый упитый, по-моему, все нахуярились. Несколько дней подряд все нахуяривались. Эх, помню, мы с Тайсаном ЖГЛ и каблук. Я еще орал как дурной, аж Леша мне замечание сделал. Да. Мы там уже, кстати, за 30 лет, или за сколько, да, по-моему, за 30 лет, мы устроили единственную свадьбу с живой музыкой. До этого 30 лет назад примерно, а то и больше, играло живое музло в городе вообще в целом на свадьбе. Ну, я не имею в виду как бы какие-то другие там фестивали, там концерты и так далее, а вот именно что живое музло на свадьбе только вот у меня лобало. Да, тостер я помню, жёг на свадьбе. Да. Сколько мы там? 3 песни, по-моему, играли, да? Я играл, короче, для жены этот Мумий-тролль. Как тебе, говорит, повезло твоей невесте. Потом мы играли 2 свои песни. Просто с группой репали. Блять, ну вот эта вот ебаная анимация спуска с лестницы, это, конечно, просто фиаско. И это курва. МР. Просто. Ну да, немного, но тем не менее. Да. Я помню, мы еще барабаны там туда везли, блин, в эту головку. Гитары перетаскивали, вот эту вот всю херню, все в проводах там и так далее. Потом народ уже начал поднажираться, короче, подходили ко мне, типа, блядь, давайте вы, типа, какую-нибудь Нирвану там сыграете, еще что-нибудь. Ну, знаешь, вот эти вот пошли заказики, короче, типа, пацаны, блядь, слабайте вот это музло там, слабайте другое. Я говорю, не, чуваки, все-таки свадьба, как бы, я хочу посидеть хотя бы элементарно. Потому что тамада такая была, то, что она просто не давала отдыхать там. Просто только сядешь, только, блядь, стопку бахнешь, а все, вставай, конкурсы, ёб твою мать, думаю, как заткнешься. Туда, говорит, что-то упало. Под полом непроглядная тьма, ничего не вижу, даже с фонарем. А куда идти тогда? Стой. Вот дали мне, короче говоря, вот это вот тучку. Печать хозяина, строптивая лакированная доска, печать хозяина Химура. Бля, куда ее можно применить? Ну не на выход же. Блять, ну эти ступеньки полная жопа. Я, конечно, попробую прям на выход ее бахать. Передняя дверь не открывается, будто ее держат. Похоже на мощно запечатан. Стой, там какая-то блестяшка есть. Где? О, кассета. Хорошо. А, бля, свадьба это, конечно, дело такое. Там главное аккуратненько пить, особенно если ты какой-нибудь жених. Там главное аккуратненько пить, не до усера, короче. Иначе можно усраться просто потом. Бля, я помню, эти как его, только у нас сейшн закончился, я начал цветы загружать. Просто подаренные букеты, твою мать. Я их просто безбожно закидывал в багажник нам. Мы еще вызвали такси, чтобы до дома-то добраться надо. Вот, а цветы тоже девать надо куда-то. Вот, а там цветов просто, я не знаю, мы вдвоем тащили, короче, со свидетелем. У нас были вот, ну, еле обхватывали, короче, вот эти вот букеты. Жопа полнейшая. Короче,
загрузили, по-моему, 1,5 багажника, блядь, этих букетов. Сколько людей денег потратило просто. Кстати, спорный вопрос, я помню 10 минус. Ку положил в конверт. Кто-либо больше меня положил? А я не помню там кто чё. Кто чё. Но в основном такие как бы суммы были. Кто-то 3, кто-то 5, по-моему. Если я правильно запомнил. Десятки, по-моему, дважды попадались. А, что это тут все? Хуяли. Так, какой-то призрак тут. Чё кого? Бля, опять этот челик жесткий. Мне надо отхилиться. Да ёб твою мать. Он куда-то сверху на тебя вообще скачет. Грызет, бля. Как барсук. Вот. Ирил Гаус. А когда свадьба была? Я просто выпал на 20 лет. Когда свадьба была в 15 году, по-моему. Короче, пошел он в жопу, наверное, да? Вот я что думал. Бля, он что достанет? Если я не ошибаюсь, мне надо идти туда, к алтарю. Этого мужика определенно надо мочить, но не в таких узких помещениях. И сюда. Бля, он фонарики свои меня запустил. Ёб твою мать, тройной урон. mr.тостер. Хули, мне тоже твоя свадьба дорого встала, 2 машины. Костюм плюс конверт, ух, но весело было. А любая свадьба, блин. Просто... Потом же, ну, меня тоже приглашали на свадьбы там и так далее. Можно сразу же, когда только туда идешь, сразу же деньги меняешь, короче, там, я не знаю. Ну, к примеру, там, не знаю, 5 поменяешь на какие-нибудь не очень крупные купюры, там, по соткам, по 5-хатке, потому что разные конкурсы, там, на то и работает, чтобы бабло с тебя вытягивать. Вот. Там куски торта бывает, знаешь, по-моему, у меня, блин, самый дорогой кусок торта что-то за 5 или за 10 улетел, короче. Ну, так на всех свадьбах бывает. Сначала торт начинают продавать, короче, каждый кусок там 5000, 2000, потом уже просто ажиотаж, когда спадает вот этот вот безумный, там уже куски бесплатно раздают по 100 рублей, такая хуйня. Ну, костюм зато у тебя есть, вон, видишь как, хрен с ним там с подарками, машины заказывал, ну да, с тачками была проблема, конечно. Зато костюм у тебя есть, в нем мы похороним, ёпта. Шучу. Нет, не шучу, шучу. У мужика настоящего должен быть костюм, который он купил в 9 классе, потом его одеть на свадьбу и потом на похороны. mr.тостер. Я чего-то не помню, мы вроде говорили с тобой, ты вроде сказал, что окупилась, но как-то не уверена. Ну, свадьба, да, в принципе, так. Ну, либо она вровень окупилась, либо чуть-чуть побольше. Ну, типа там, знаешь, на 5-10 косарей.
Нам, в принципе, свадьба не очень дорогая обошлась. Потому что столовка недорого обошлась в целом. А вот потом этот, как его... Считай, тамада не особо дорого. Там украшение зала тоже среднячок. Бухло мы сами там, считай, надыбали. То есть, ну, довольно-таки бюджетно. По-моему, я что-то в сотку уложился. Ирил Гаоси. Мне свадьба окупилась и хватило на отпуск за границу. А мне вот нихуя. Я всех поебал. По-моему, троих поймал сразу же. Не. У нас без отпуска. Деньги хватило ровно на свадьбу. Да, по-моему, так. Бля, я надеюсь, я правильно иду. А туда ли печать хозяина? Что, куда ее? Пихать-то ее куда? Ирил Гаоси. Ну, свадьбы около 150 и чуть больше 100 на отпуск. Угу. mr.tost. Ну, по меркам региона, это... Ну, кстати, вот у тебя в Москве 150 косарей даже 5 лет назад, это довольно-таки недорогая свадьба. Ирил Гаоси. Это было лет 5 назад или 6. Ну, хотя бы, знаешь, не пришлось, блядь, кредит на свадьбу брать. Знаешь, там есть такие челики. Берут, блядь, кредит на свадьбу, потом разводятся через 1,5 года, а кредит выплачивают еще лет 5-10. Там. Потому что погуляли, сука, один вечер просто. Это вообще трешак. Кстати, я пришел неправильно, я не знаю, куда идти. Какую-то дали печать хозяина. Что с ней делать, я не знаю. Сейчас я попробую туда на алтарь, где кровь появлялась, туда ее поставить. Вдруг. Ирил Гаоси. Мы праздновали в Курске. Там все друзья и родственники. Намного дешевле, конечно. Тут было бы в 2 или 3 раза дороже. Ну вот, я тоже что-то думал, то что это. Здорово, Илюха. Так, стульчик. Илья Пасканный. Здорово. Смотрю, стульчик взял себе новый. Стульчик еще в начале этого. Не, в конце марта я его покупал. Неплохой такой конь. Мне аж нравится. В Курске 2 или 3 раза дороже. А, тут в Москве 2-3 раза дороже. Ну понятно, потому что это Москва, блин. Там просто, я не знаю, аренда помещения просто. Давайте 500 косарей нам. Свадьба тоже, блин, не знаю, там. Еще 200 тысяч. Ну это дичь, конечно. Дичь полнейшая. Ирил Гаоси. Жена поправляет. Не 150, а в районе 300. Бля. Ну, тоже немного, кстати, 300. 300 на свадьбу в общей сложности. Ну, ты так сам посчитай. На тамаду, допустим, ушло там, я не знаю. На сам банкет. Сколько, смотря, гостей. Ну, тачки там, туда-сюда, украшения зала, платья и так далее. Ну, там, может быть, с 300 какие-нибудь пидорублики сдача останется, я не знаю, на мороженое, блин. Потом же еще надо второй день гулять. Он тоже все весел. Кстати, что за гнида за мной ползает? Потом фрейм. Хорош. Что-то у меня этот, как у вас, станлок не работает. Что за хрень? Может, пленку другую то, что поставил. Ну ничего, пока и так обхожусь. Ну, второй день мы по скромненькому. Я помню, водку
у тещи забрал. Потом мы это какого. Вот, печать хозяина, наконец-то. Печать мастера в отверстие вставил. И проход появился. Все. Хоть не бегал кругами. Водяру, короче, я забрал. И этот какого соляночки сварил там. Так, чисто. Свидетелей позвали, еще кого-то. Да, мы снимали в отеле зал. Номера в гостинице для приезжих. Еда, тамада, машины, фотограф, украшения и так далее. Но было очень бюджетно. Спасибо друзьям. Ну вот смотри, даже номер в отеле снять уже сколько денег? Сколько? 1002 в сутки. Пожалуйста. 5 сними, 10 отдал уже нахрен. 5. А то и больше. Я не знаю просто. Ну я так чисто на скидку говорю, как бы 1 хрен. Сумма-то. Вот так вот по чуть-чуть, помаленьку у тебя и набегает. Почему я снова позеленел? Я не знаю, может быть это щетина отрастает. Кстати, а что ты снова позеленел? Это щетина, наверное, отросла. У меня тут небольшая появилась, я уже не стал сегодня бриться, потому что она совсем маленькая. И поэтому, наверное, рожа зеленая. Либо Халк, ломать. Мумия женщины хранится в полом камне. Ага. Святое зеркало на камне сразу перед мумией. Есть углубление в камне. Можете что? Может, что-то вытащили? Коллеги, вопрос не по теме. У меня в отделе все увольняется. Есть лопаны. Что-то по твоему профилю? Нет, у меня таких знакомых нет. Нет. Да и кто с Ковдора в Москву поедет, даже за хорошую зарплату? Хотя, Kitty. я думаю, кто хотел съебаться с Ковдора, уже съебался. Ирил Гаоси. Ну тут я хотел бы своих к себе в подчиненные. И удаленная работа, как варик обсуждаем. Ну, удаленная работа, конечно, это хорошо. Но опять же, надо именно иметь образование подходящее. Ты же не можешь просто с бухты-барахты как бы брать и чувака устраивать. Надо человека как минимум обучить. mr.тостер. Есть мысли. О, видишь, у Тостера, значит, есть знакомые какие-то. А что по зарплате? 1300, наверное, есть? Кстати, нам тут сюжет показывали. Спустился я, получается, в подвал, и там вот эта вот баба, которая основная наша протагонистка, основной босс этой игры. Она была во время ритуала распята по рукам, ногам и шее. Вот. И ритуал был не очень удачно проведен. И погналась она за Мику. Мику это то, кем мы играем. Вот. И ей помогла спастись Кирия. Вот эта Кирия, она, короче говоря, добрый дух, который вот нам все время указывает на какие-то там запчасти валяющиеся и так далее. Ирил Гаоси. Не, я ж под себя беру, а-ля помощник-аналитик. 150 плюс-минус. Ну смотри, короче говоря, помощник-аналитик. Вообще, по идее, в Ковдоре у нас в основном рабочие Я профессии. В институте немного учил Байсек. Наверное, еще не забыл, как использовать его как калькулятор. Нет, тут Basic и Excel это мало. Этого мало. Тут, наверное, надо что-то более глобальное. Тем более помощник, аналитик, это поставлю надо шарить, короче, Basic. вот именно. Я говорю то, что в Ковдоре это в основном рабочие специальности, потому что все стремятся, ну, типа, ГОК образующее предприятие, городообразующее предприятие.
если ты живешь в Ковдоре, допустим, вот, не знаю, если у тебя там какой-нибудь финансовый аналитик, зарплата, ну, образование, ты вряд ли устроишься тут. Эрил Гаоси. Ну на бысиках калькулятор на 50 от силы только если. За пирожки работать надо. Пирожки с салом, блядь. Называется атака. Пиздец. Фу, блядь. Пирожки с салом. Пирожки с макаронами. Это ебать. Ну да, ну basic, блядь, калькулятор. Кто-нибудь пробовал когда-нибудь калькулятор взломать? Я кроме как соси ебло на нем написать ничего не могу. О, у тостера есть какая-то мысля. Значит, есть знакомые, которые хотя бы хоть как-то плюс-минус mr.toast. подходят на это дело. Спившимся отдельно. Так что вот, глядишь, может быть, кому-то и работенка найдется, удаленная пускай. Главное, чтобы интернет работал. На бейсике сделать калькулятор. На андроиде калькулятор надо На сделать. бейсика сделать калькулятор. Не, ну все же помнят, да, там типа ты лох там писать или что-то такое, соси ебло на калькуляторе, там что-то его надо перевернуть, какие-то цифры там ввести, и будет типа смешно. Ну это пиздец, это уровень, наверное, 4 класса, блядь, не знаю. Хотя я в 4 классе не был, мы перепрыгивали. В универе делали на 1 курсе калькулятор. Эрил Гаоси. Мы в универе его делали на 1 курсе. А мы в путяге, блядь, точнее, ну да, в путяге мы на 1 курсе ебаные номерки, по-моему, делали, блядь. Сейчас историю расскажу. Илья Пасканный. Не, ну даже 50 это уже круто же. Мы тут мастерами не особо-то сильно получаем больше 2 плюс. 2 равно 5. Не, надо от полтоса, видишь, надо стремиться на 150 плюс-минус, а хули этот полтинник? Вот реально на пирожки, блядь, с макаронами. Больше нихуя не хватит. Надо же это, расти над собой. История-то что? Мы в путяге, короче, делали эти номерки ссаные. Труды у нас были в путяге по металлу. Ладно. Я сам только узнал, сколько мой помощник получает. Нужно было убираться. Ну, то есть металлическая стружка на полу валяется, а там всегда как бы эти А он универ закончил 3 года назад. Стружка валяется металлическая на полу, и надо кто-то было ее убирать. Всегда были дежурные, короче говоря, по группе. И дежурных 2 человека должны эту стружку были собрать просто, ну и как бы, я не знаю, полы, по-моему, помыть. И все. Ну, смахнуть, короче, с верстаков стружку металлическую. А так что-то получилось, что никто дежурного не назначил. И трудовик, он у нас такой, чеченской закалки, ну, в смысле, в Ичкерии, в республике Ичкерия служил во время боевых действий. И он, кто, блядь, дежурный? Он курил там постоянно, короче, за столом у себя огнедоты травил, короче, на самостоятельных работах. Мы вот так самостоялку писали. Он закуривает папиросу, типа космос, короче, где-то такой вот ценовой категории. И давай анекдоты читать, короче. Эрил Гаоси. Мы отличные поделки по металлу и дереву делали вместе с вами на трудах в школе. Надо было тогда бизнес открывать. Угу. Вот. И, короче говоря, дежурных-то не осталось. Ну, не нашлось, короче говоря. Никто их не назначил. Он, блядь, кто дежурный-то, ёпта? 1 раз, 2, 3 спросил. Он говорит, ну ладно, если дежурных никого нету, значит убираются все. Вот, а все сидят, короче, никто даже не шелохнулся, чтобы начать убираться. Он говорит, ну окей, будем разговаривать тогда с вами по-другому. Взял, блядь, на пол вылил 12 ведер ледяной воды просто, и пиздец, говорит. И кабинет закрыл на ключ. Все, говорит, убирайтесь, пока все чисто здесь не будет, нахуй, в кабинете, вы отсюда не выходите. Вот, и мы, хоп, там воды пиздец, ну, просто до хера, как бы, мы все на парты позалазили и сидим. Он сидит спокойно, там чем-то своим занимается, короче говоря. Ну, вот так 20 минут где-то мы просидели, потом начали все потихоньку убираться. Мы еще часа 1,5 эту воду потом с этими, блядь, стружкой этой выскребали, потому что она же, ну, берешь тряпку, чтобы воду собрать, а она в стружке, стружка прилипает на сырую тряпку, туда давай выжимать,
И занозы, блядь, вот эта вот всякая херня в руки колется, пиздец, короче. В общем, мы тогда прикурили, блядь. Трудовик у нас был жесткий мужик. Вот. Отличные поделки делали по металлу и дереву. Но, кстати, по металлу, когда вот мы учились, мы по металлу не особо угорали в плане том, то, что я ничего такого прям веселого там не делал. Я помню, мы делали номерки, подсвечники там и так далее. Вот, а по дереву мы там, да, вот когда эти труды-то начались с этими заточными, ну, как его, фрезерными или что-то такое, станками-то. Ну, вот болванку туда запихиваешь, она крутится, и ты там резаком вырезаешь, когда мы там письки начали делать, короче, большие такие дилдаки толстые, потом раскрашивать их. Это было прикольно. Я помню еще вот этот топор двуручный сделал тогда. Тоже, блядь, такая секира здоровенная была, клево. Она тяжелая была, помню, пиздос. Я еще помню, как-то там дома ее дорабатывал, ну, в смысле, доделывал там этой, как его, наждачкой там обрабатывал и все такое. Да. Гаоси. Ну даже подсвечники мы тогда в печи красили при температуре. И а-ля кольчуги из металла. Не помню. Вот, двое одноклассников нахрен запомнили. Из трудов по И металлу, я ебать его, в Я рот. помню только Вот но про больше подсвечники Сергеева за этот замут. было вроде. Я не думаю, то, что в других школах именно красили подсвечники. Скорее всего, они их делали, но вот закалкой, по-моему, никто не маялся. Я вот, по крайней мере, с пацанов такого не слышал. Хотя, может быть, и было, просто никто это забыл, там кто-то не рассказал. Вот, и мне тоже только вот трудов по металлу запомнились в школе, я имею в виду. Вот запомнилось то, что мы номерки делали, и мы этот, как его, вот подсвечники. А у меня потому что этот подсвечник еще очень долго простоял. Мы его там закалывали когда, да, под температурой там определенной. Мы еще выбирали, кому какой цвет нужен по закалке, типа сколько надо его жарить. Дерево, да, у нас по дереву, у нас, по-моему, по металлу было что-то год, да, если мне память не изменяет. Ну-ка меня поправьте, если что. По-моему, у нас по металлу был год, а все остальное у нас было по дереву. Я помню, мы тогда еще по дереву, когда начались труды, мы еще записались в этот, как его, на авиамодельный втроем. Ходили, делали самолетики, там вся херня, короче, и потом этот, как его. Я месяц один самолетик ваял. Делал его, блядь, а потом он хуяк и не полетел. Думаю, пизду аж этот авиамодельный нахрен. Вот реально на самолетик столько времени убить, чтобы он просто не полетел в жопу, короче. А там прикольные модели ребята делали. Там микроны, чтобы пленку вот эту целлофановую там до микронов натягивали, короче. Чтобы крылья сделать. Ирил Гаоси. Наверное, да. Смутно помнится. Авиамодельный я был на паре уроков и пускали на стадионе. Ну, потому что там же и кружок этот был. А где еще, как не на стадионе-то запускать? Я помню, в 9 классе, в мае, по-моему, праздник такой был какой-то. Не знаю. Но вот этот учитель по труду, который авиамодельный вел, царство его небесное, он выходил на стадион, и вот эти вот уже готовые модели с моторами, там, заправлял движки, короче, и вот он запускал, как показательные, типа, выступления. Ну, было прикольно, конечно, посмотреть. Тупо на модели, как бы, чуваки столько лет там делали, наверное. Ну, я не знаю, наверное, один самолетик, сколько, наверное, год ты его будешь делать, блин, при должной сноровке. Но мы делали вот самый первый раз, короче, мы делали элементарные самолетики, которые с рогатки запускаются. Там была у этого трудовика большая такая рогатулина, и он ее натягивал просто, и пил самолетик там, короче, должен какое-то определенное время пролететь. Ирил Гаоси. Да, это он и был. Но стадион был около Баштырков. Ну, стадион второй школы, а за этим стадионом, буквально за забором, там как раз вот этот была лыжная секция и этот, как его, авиамодельный. Mr. Я вам так скажу, мы учились все в одной школе. Но когда я подрос, все уже было про но. Ну, видишь как, в принципе-то и нечего Илья было Паскаль. проебывать. Мне тоже помнится 2 стадион. Мы все учились, вот все сейчас, кто в чате находится, все учились в 3-й школе. Ирил Гаоси. Тостер учился в 3-й школе.
Угу. Тостер просто учился на год младше нас. Я говорю то, что проебывать-то особо было нечего. Мы когда поступили туда учиться, теплицы уже были все расхерачены подростками. Там уже просто ветра одни гуляли, никаких растений не было. Единственное, что этот, как его, пиздюк. Единственное, что во второй школе на тот момент, по-моему, тогда сохранился. Во второй школе, по-моему, теплица на тот момент еще была живая, если я не ошибаюсь. mr.тостер. На 3 или 2 года, не на год. Угу. Не на год? Ну ладно. Ну, где-то рядышком, короче. Я о том, то, что еще? У нас вот кружок авиамодельного был, потом этот учитель помер. Кстати, возможно, у нас... Да, был пиздюк. Возможно, кстати, учитель по труду, по металлу, он, по-моему, тоже... Он то ли инвалидность получил, или что-то такое. Если мне память не изменяет, он ногу подволакивал, рука, она у него одна херово работала. По-моему, такой был расклад. Да. Он, по-моему, что-то то ли заболел, то ли еще что-то такое, и с больника не вышел, а нам сказали: ребята, сорян, короче, у вас по металлу трудов не будет, у вас будет теперь только по дереву. Вот, по-моему, такая тема была. А я не помню, Боровичок, я не помню учителей этих погремухи. Может быть, кстати... Возможно, то этот, как его... Боровичка. Хуй знает. Я не помню. Так, по-моему, как-то по-другому. По-моему, в кресле умер у нас учитель по дереву. Но мы уже тогда были, по-моему, в 9 классе. Который умер в кресле, святая смерть. Мы, по-моему, были или в 8, или в 9 классе. Он, по-моему, тогда умер. Дядька был хороший, кстати. Прям вообще положительный. Особо не ругался. Но все равно доводили. Доводили его, он все равно как бы кричал и много нервничал. Ну хули, блин, дети, они безумные все. Эрил Гаоси. Уроки труда я хорошо помню, как мы там батрачили на шахтах. И новость о его смерти. Но это уже давно. Да о чем мы там на трудах? Что-то сильно батрачили, по-моему, нет? Мы не делали каких-то там жестких, там, я не знаю, там табуретов, блядь, как в советские времена. Я не знаю. Мы постоянно что, на уроках по дереву мы делали указки. Что еще? Скалки делали. По-моему, половину растаскивали по домам. Ну, там, кстати, не этот какого. Кстати, вход на труды был вроде в длинном темном коридоре на 1 этаже рядом с биологией. Ну, он не был темным, был, по-моему, ну, нормально освещен, как бы, ну, просто, наверное, не этот, как его, не особо не включали свет. А может, включали. Я не помню, чтобы он был темным. Херней страдали, ну да, по сути, так-то. Ну, а что, ты дашь... Хотя в других школах, может быть, по-другому какие-то задания были. Ну, вот, я помню то, что мы скалки делали эти, как его, постоянно эти указки, блядь. Тупо рубанком из буратино, блядь, указку выстрогать, особо ума не надо. Что-то, наверное, серьезно, если бы нам доверили сделать, мы бы обосрались, наверное, всем классом просто. Ну, типа, знаешь, там эти, блядь, когда надо серьезные, точные вычисления делать, знаешь, такую херню. Ну, по-моему, во второй школе что-то посерьезнее задавали по занятиям, если я не ошибаюсь. Там Петрович такой, как бы, мужик рукастый, он запрягает на трудах, я смотрю, он просто заходил, видел чертежи всяких таких штук там, они не указки делали явно, не скалки. Возможно, они там отбиты. Эрил Гаоси. Поэтому они там отбитые. Ну, странно. Я, правда, что-то вот не могу припомнить. Вот на свободных уроках, то, что вот ты писал выше, на свободных уроках мы делали вот эти вот оружия, там, топоры и так далее. А этот, как в основном по заданию,
Ну, прикинь просто, и вот сколько там у нас классов училось, прикинь, не знаю, хотя бы 4 класса пацанов, ну, в среднем по 15-20 человек пацанов сделает эти, как указки. Куда их потом девать? Куда потом вот столько указок девать? Ими только печку топить, по-моему. Мастер. Да класс трудов и его проход это да. Мгм. Ну, кстати, вот я помню то, что что-то могли мы домой забирать. Типа он стопудово же учитель по труду, он видел то, что что-то там, ну, то есть какая-то одна из работы ученика пропадает. Он, наверное, просто не говорил ничего, знаешь, там типа кто-то стоял, 1 или 2 урока делал какую-нибудь скалку, и потом хлоп, эта работа пропадает. Я думаю, он ничего не предъявлял. Тостер. И, кстати, биологичка там преподавала просто божественно, потом все скатилось. Да, это биологичка, ее звали Зинаида Георгиевна, да-да-да, по-моему, Тостер. так. Когда она ушла. Так она еще, мы пришли учиться, она еще учила наших родителей, которые вот долгожители Ковдора, ну, которые с основания города находились тут. Они же тут тоже все учились, как бы, уму-разуму, образованию. И вот она еще этих родителей учила. Она была довольно-таки в годах, тетенька, но жесткой такой советской закалки. И за ухо могла трепануть. Тостер. Зинаида это физичка, ты путаешь. Хуй, я не помню вообще. По-моему, Зинаида ее звала. Тостер. Зинаида да. Хер знает, может быть. Но у меня по математике училка бесила, которая у нас появилась уже потом Тостер. класса с 5 или 7, по-моему, с 7. Довольно-таки неприятная личность. Любила детей унижать прилюдно, ну, при всем классе. Причем она так, знаешь, это вальяжно всегда делала, знаешь. Ирил Гаоси. И старичка была топ-баба. Старичка у нас была классухой, нихуй-то она и была топ. Она какая-то всегда дерганая была. 23-й кабинет, не надо ля-ля. Тостер. В 25 кабинете. Ну вот, математичка любила детей унижать. Я вот про что. Она постоянно, ну, она же типа у нас умнее хотелось. Ну, как бы всегда, вот, знаешь, такие подъебочки на интеллектуальном уровне, как бы. Но так, чтобы было подросткам понятно, короче. И она всегда себя, знаешь, подшутит кого-нибудь, унизит при всех, и такая сидит в стульчике своем, развалившись довольная, типа, ха, я сделала этого щенка на Мне базаре. нравилось, как она дергалась. Вот, да, я про лошадь. Тостер. А лошадь? Нравилось, как она дергалась. Она, можно было, наверное, наверное, под музыку ее там Ирил Гаоси. запустить. У нас по изо норм шло. Встреча выпускников. Нет, не выпускников, встреча одноклассников. Илья Пасканный. Вот так стрим превратился в встречу выпускников. Да, все, тут я главу прошел, можно. Бля, точно. Лошадь была. Жесть, ты вспомнил. Так вот, я говорю то, что лошадь вот эта любила детей унижать. Тостер. Разных годов. Ну, да, фактически разных годов, по сути. Ну, один хрен, училки были разные, конечно. Ну, как и все люди там, это понятно. Какие-то прикольные, какие-то не очень. Но, тем не менее, как бы, все равно все были более-менее снисходительные. И балбесов вытаскивали за уши. С двоек, беспробудных прогулов там и так далее. Я, кстати, что вспомнил, я тут недавно вспомнил то, что я один раз только школу прогулял. И то пару уроков буквально. А так ходил на все, не считая болезней. Ирил Гаоси. Но нам не повезло запомнить физруков, что странно. Я помню, школу прогулял один-единственный раз, 2 урока, чтобы телепузиков посмотреть. Они шли по телеку, все об этом говорили в классе. А что за хрень такая? Все-таки хотелось самому воочию увидеть, что это за бешеная хуйня.
В смысле я Сервантаюс. Кто нам? Да, вот, сервант у нас был, физрук, кто еще? Этот маленький такой, Юрий Сергеевич, что ли? Я помню, ему по башке мячиком треснул, баскетбольным. Он на меня посмотрел очень злобно, хотел стопудово мне втащить, но я был дерзок. Дерзок и непредсказуем, как мангуст. Ну вот Юра, я помню. Юс. Илья Пасканный. Я вот поименно никого не могу вспомнить. Эрил Гаоси. Я в 9 классе впервые прогулял. И было пару раз тоже. А когда были морозы и утром звонили, чтобы узнать, надо идти или нет в -28. Забавно. МР. А я этот, как вам? Да, маленький это Юс. Я всегда просто радио включал, и там всегда говорили, по какой класс не учатся. Звонить не звонил. По-моему, у меня даже тогда домашнего телефона не было, поэтому я не звонил. Да-да-да, Эрил точно. Гаоси. В нашем классе был бум, когда две бабы пришли. Тощая Линка и Сисиста, я не помню. Ну, да-да-да. Пришли. Одна, короче, с большими сиськами, но уродливая. Вторая, короче говоря, вроде на лицо ничего, а сисек не очень много. Да, я помню. Они, по-моему, перевелись с других городов, они приехали тогда, да. Угу. Они год с нами проучились, или 2, по-моему. И потом я уже свалил в путягу. Ну, типа после 9. Я не знаю, учились они потом или нет, не в курсе. А вы там до 11 учились. Я что-то хуйца решил подзабить и пошел в путягу. Да. Илья Пасканный. Одна из них не Ксюша случайно была. Да, Ксюха. Эрил Гаоси. Вроде в 9 классе. Я тоже свалил и больше не знал, чей как. mr.toaster. Просто ностальжа стрим. Ну, а то чё, блин, все, мастурбация до видеоигры, надо хоть поностальгировать, ёпта. Илья Не все же Пасканный. рукоблудие. Я в училище после 9 тоже ушел. Так ни хрена, у нас получается, короче, полкласса рассосалось так-то. Да. А потом, наверное, их просто объединили. Объединили, скорее всего, классы. Было же 3, А, Б, В. Какое-то время Г, да. Да, и Г еще было. А потом, короче говоря, после 9 большинство народу по путягам, по другим городам разъехалось. И этот, как его, да. И поэтому объединение классов было. Там, по-моему, из 4, то есть с 5 по 9, по-моему, класс училось 4 класса. А потом сделалось вообще 2. То есть, получается, 50% учащихся после 9 класса свалили. Ну, кто в путягу пошел, кто просто уехал, короче. По идее, получаешь аттестат о 9 классе, и ты можешь хоть в технарь, хоть в путягу, хоть еще куда-нибудь пиздануть. Единственное, в универ после 11 поступают. А так вообще, в принципе, поебать. Эрил Гаоси. Как мне необычно было в большущем городе в 10-11 классе в Курске, с ездой на троллейбусе. Жесть. Совсем по-другому. mr.toaster. Я тут со взрослыми про школу говорил, они мне рассказывали, что были классы с буквы «Ж». А запросто, что, народ прет, и причем все молодые, город только открывается, он выстраивается и так далее. Может быть и Ж, может быть и Т, нехер делать. А в больших городах стопудово там и до буквы К доходит, и нехер делать вообще. В большущем городе с ездой на троллейбусе жесть. Я, знаешь, я до сих пор, когда нахожусь в большом городе, мне до сих пор некомфортно себя чувствую вообще в каких-то общественных транспортах. Типа троллейбус, трамвай, метро, маршрутки. Для меня это все равно дико. По мне так вот, пешком, либо такси. Я вот у себя в Ковдоре привык так перемещаться.
А вот Или инородный я транспорт Русский это я для меня поступал в вообще класс дикость Зейза. какая-то. Народу тьма. Ну вот, видишь, Жейзе класс, вот тоже в Курске. А в Москве там стопудово, я тебе говорю, там, наверное, весь алфавит, блядь. В каком ты классе учишься? Мягкий знак. Ы. Класс И. Четвертый И. Это пиздец. Я, наверное, этот какой, если я долго не буду кататься на общественном транспорте, ну, допустим, еще лет 10 как-нибудь пройдет, и я Ирил Гаоси. не залезу в Я теперь какую-нибудь тоже такси маршрутку, предпочитаю. или Дороже. там не покатаюсь еще в ближайшие лет 10 на метро, то у меня при следующем появлении в этом виде транспорта у меня, возможно, фобия какая-нибудь начнется. Ну, типа, блядь, я начну истерично метаться по углам, короче, и срать везде, кидаться говном, может быть, в людях запросто. Потому что, ну, это типа новая обстановка, истерика, знаешь. Некоторые так себе могут, блядь, просто там, не знаю, нервный срыв получить. Запросто агорафобия, почему бы может развиться. Чисто на фоне этого. Поэтому надо периодически давать себе своему мозгу дрозда в виде маршруток, метро и подобных скоплений людей, там, я не знаю. Ну, все равно, как бы, я не привыкший к толпе, короче. К маршруткам подобным там. Ну, типа, знаешь, там это... Мне на следующее остановите, то это, короче, уже все зашквар, короче. Если так выкрикнуть при всех, короче. Ирил Гаоси. Такой же шок был после переезда в Москву. Метро меня очень пугало народом и шумом. Метро жуткая, кстати, штука, по-моему. Илья Пасканный. Я вот несется покатаюсь в быстро. метро 14 апреля. В Крым теперь на самолете не улететь. Поеду на поезде. Ну, поезд это романтика. Кстати, я вот тут увидел игру, симулятор плацкарта, короче. Кинь какой там жесть просто. Там, наверное, носки рваные, бабками воняет. Такая хуйня. Но поезд это романтика, все равно как ни крути. Проводник к чаю, там, сколько у вас стоит пакетик, там, чай, 70 рублей, блядь. Сканвордики поразгадывать, поспать сутки полностью, блядь. Потрястись, там, дверями похлопать, бабок понюхать, носки там чьи-нибудь. Посмотреть дырявые, там. Мужиков послушать, которые пиздят бухие, там. Какая-нибудь еще, знаешь, там, это любимая тема, бабка какая-нибудь сядет на уши и будет тебе всю жизнь свою рассказывать 8 часов подряд просто. Ирил Гаоси. Сейчас почти все поезда новые с сенсорными экранами, USB-зарядками, диодными панелями и народом с айфонами. Конечно, ты, Сергей, не помню, как по батюшке, очень сильно ошибаешься. Ты сначала до Москвы доберись, чтобы такие поезда увидеть. Просто ехать из Кандалакши до Москвы, там будет поезд, который уже на списании должен был лет 30 назад пойти. Вот если что могу сказать, хуй тебе там не USB, блядь, дай бог, чтобы хотя бы в туалете, блядь, дверь открывалась, ёпта. А не пришлось срать в тамбуре, нахуй, вот так вот, когда тебя колбасит просто. Это же пиздец. mr.toaster. Так мы в паб идем. Или нет? Я не знаю. Про поезда, метро. Ирил Гаоси. Я про поезда метро. Остальные никому не Я не знаю, я на метро вообще один раз в жизни катался. Было очково, но, блядь, что делать? Надо как-то перемещаться, ёпта. Илья Пасканный. Кстати, у нас Арктика вполне себе хороший поезд. Кстати, я ни разу в купе не катался. Я ездил только на плацкартах. Купе, наверное, клево. Я помню, своей в купе недавно покупал билет. Ну как недавно, это и года 3 назад, ёпта. Она ходила, ездила, пыталась себе в Вологде глаза сделать, короче. Я покупал билет ей в купе. Сам вечно на плацкартах гонял. Илья Пасканный. А на обратный путь я вообще на двухэтажный с Питера взял билет. Прикольно, Ирил кстати. Гаоси. Вкупе с телевизором и кондором отличная штука. Но иногда очень дорого. Ну а ты как хотел? mr.toaster. И, кстати, Арктику хвалит. Ну, в купе с телевизором, кондером, отличная штука. Ну, блин, ты платишь за комфортные условия пребывания, извините меня. Это, считай, блядь, одноместный отель, нахуй. Пускай не очень удобный и там колбасит, но тем не менее. Вот прикольно, наверное, на двухэтажном с Питера погонять. Наверное, он прикольный. Я тут смотрел, короче, какой-то чувак
Есть канал у него, он делает обзоры на разные, ну, в разных странах он катается на поездах. И там показывает, короче, разные условия содержания людей в разных поездах, насколько он тряска сильная, как кормят, какие есть, короче, плюшки там, типа USB-зарядка, подсветочка, киношку посмотреть как можно там. Вот в этом плане, по-моему, в Японии очень клевые темы. Причем там очень много людей помещается, там все компактненько так сделано, короче, то, что прям вообще просто Кирилл шикардос. Гаоси. Еще бы попробовать ИСВ для двоих. И душ дают в вагоне. Сверхдорого. Но душ бывает и в вагонах купить отдельно. mr.toaster. Канал Шелдона про поезда. Обратный свеж. Может быть, может быть. Ну, не знаю, душ в вагоне, это, по-моему, для меня что-то на грани фантастики. Дай бог, я очень радуюсь, когда я в плацкарте еду, короче, чтобы там просто хотя бы окошко ебаное открывалось, а ты летом, когда едешь, чтобы просто не подохнуть от этого запаха просто и жары, блядь. Когда в вагоне просто вот это пекло начинается просто, и ты, блин, ждешь каждой остановки просто, как манны небесной нахрен, просто чтобы вылететь с этого вагона и просто вдохнуть, я не знаю, воздуха хотя бы свежего. Но тут же, естественно, все стоят просто одну за одной сигаретой, там, туда-сюда. Быстрее еще, так, чтобы там товарищи полицейские не спалили, не въебали штрафы там и так далее. Да, мне в поездах, конечно, это просто... Я говорю, это романтика. Ну, эту романтику, причем только русский человек поймет, наверное. Потому что, ну, любая поездка на поезде, это как минимум отдельная история. Начинаю, причем эта история, знаешь, как театр начинается с вешалки, такое путешествие в поезде начинается с вокзала, причем, блядь, с билетной кассы практически. Там можно истории начинать уже рассказывать, байки травить, кто как билеты только покупал, нахрен. Кирилл Гаоси. Да, поезда с Ковдоры куда-либо. Это забавно. Сейчас в Ковдор пассажирских поездов уже не ходит, я не знаю, лет 5 или больше даже. Да больше, чем 5 лет, я думаю. Уже лет 10, наверное, такой поезд не ходит. Там гонял какой-то один вагон, короче, от Кандалакши до этого. Стоил копейки, там рублей 30, по-моему. Он этих, как его, железнодорожников забирал с работы. Кирилл Гаоси. Ну ща все билеты в интернете покупаются. На вокзале уже много лет не берем. Я брал в билетной кассе. Там уже весело Я становится. Сейчас на машине одному ехать дорого, да и страшно за новую машину. С угонами началась очередная волна. mr.toaster. А тут ты не прав. mr.toaster. Ездит я сам в шоке. Угу. Ездит. Может быть, его заново запустили, но я слышал, что вагон этот давно не катается и делать его, возобновлять его не собираются. Машина не страшно. Ну, видишь, видимо, смотря у кого какая машина. Нет машины. Не Смотря страшно. какая дорога. И так далее. На поезд что, ты бабки заплатил, понюхал бабки, других бабок понюхал. С одной стороны бабок заплатил, с другой стороны бабок понюхал. И потом все, ты вылезаешь уже на месте назначения. Никто тебя не это какое. Ну, могут ограбить, конечно. Но, тем не менее, как бы более безопасный вид. Кстати, нет, ищу. Самый безопасный вид транспорта считается этот, как его, самолет. А самый опасный вид транспорта считается этот, как его, машина, по-моему. Или поезд. Ну, там по какой-то статистике там и так далее, но в поездах далеко не безопасно ездить, потому что люди травятся, люди там заболевают и так далее. Травмы себе кипятком получают. Кирилл Гаоси. В поезде прикольней. Можно с народом затусить. Мы так раз нажрались с челом из Бразилии. Понимаешь, поезд дело такое. Тут, короче, ты когда садишься в вагон, у тебя рулетка реально. Тебе может попасться, скажем так, неплохой собеседник,
хотя бы там прилично опрятный человек, с которым ты поедешь. Автомобиль самый опасный транспорт. Ну, я, кстати, вот Илья там, Паскальный. Автомобили – самый опасный транспорт. я как-то гуглил, короче говоря, ну, вот автомобили и поезда, что-то вот они рядышком, по-моему, находятся. Вроде так. Может быть, автомобили опаснее. Тем, то, что они бьются. Но и в поездах тоже небезопасно. Ну вот, я и говорю то, что это рулетка, короче. Смотря кто тебе попадется, во-первых. Насколько этот адекватный человек будет. Я говорю то, что тебе может просто попасться какой-нибудь, ну, какая-нибудь, допустим, старушка, которая тебе просто всю жизнь свою расскажет. Ты должен, главное, сидеть и в такт покачивать между предложениями ее. Типа ты должен, ну, типа ты слушаешь и все такое, чтобы человека не обидеть, короче. Ну, вот это, по-моему, как бы там вместе с поездом сидишь, качаешь башкой, и потом выходишь еще, блин, двое суток, знаешь, мотыляет после МР. качки этой. Не верю приличным. Но тем не менее, все равно, как бы, верю, не верю, но бывают адекватные, бывают алкаши, блядь, в соседнем купе просто ебашат сутки напролет, нахуй, ругаются там, блядь, дерутся, нахуй, и пиздец. Думаешь, ебаный в рот, скорее бы доехать. Так, дети какие-нибудь с кружками кипятка носятся, тоже довольно-таки хрень опасно. Мы когда в лагерь, помню, ехали, чувак один шел с кружкой кипятка, короче, и кто-то то ли стоп-кран дернул, то ли он поезд начал тормозиться, и он себе на ебальник просто вылил нахрен пол кружки кипятка. Все, ожог, щеки, там всех дел, короче. Он потом весь лагерь эту щеку лечил, так ни хрена и не прошло, так и загорала тоже щека, так же, знаешь, там с пятном таким белым домой уехал, в общем, жопа полнейшая. Такие дела. Все это дело опасно. Ладно, что, давай, наверное, игрушку-то сохраню. 4-я ночь. Будет тогда уже на следующем стриме. Ирил Гаоси. Стрим бы затянулся еще на 3 часа, если бы Алекс стал глубокой глоткой и стал спиртоглотателем. Нет, глубокая глотка — это другое кино. Спиртоглотателем возможно. Надо сухой спирт, короче, покупать. Хлоп таблеточку, нахуй, и все, он в тебе растворяется, ты веселый ходишь. Перегара нет, а ты пьяный. Та-да. МР.Тостер. Клизму Как можно неприлично. делать еще. Я говорю, глубокая глотка — это из другого кино. Ладно, давайте, наверное, что, заканчивать стрим. Пишите, звоните, да, и вы тоже пишите и звоните, Сергей. Ирил Гаоси. Вас Ну это вы касается. пишите, звоните если че. Кстати, Elden Ring осталось 1,5 локации пройти. И все, типа, финиш. Я думаю, потом метрошку заиграть. МР.Тостер. Ок. Мышку поюзать новую. Elden Ring там, по сути, ну да, 1,5 локации осталось. Надо вот эти деревню великанов, этих, долину великанов, добежать до конца. И этот, как его, все, финалка будет уже. Реально, локация, она там не очень большая, но поебаться там придется. Ирил Гаоси. Да, метро должно хорошо зайти. Ну, зайти не зайти, я же это как... Надеюсь, вам понравится. Шутан какой-нибудь в коопе. Ну, я не знаю, если The Day Before, которая выйдет в Илья июне, Паскальный. будет... Какой минус? Не будь в коопе. Если The Day Before, которая выйдет в июне, будет играбельный и неплохой, и прямо вот как в трейлерах показывают, то Шутан в коопе, пожалуйста. Я тут смотрел обзор, кстати, на этот Tiny Tuna Wonderlands. Ну, в принципе, неплохо, но не знаю. Я знаю, что маловероятно, но все равно будем скрещивать пальцы Ирил там. Гаоси. Маловероятно. Еще что-нибудь будем скрещивать. Надеюсь, что нас якутские разработчики не подведут с этим делом, и будет все классно. Ну, почему бы не разжиться еще одной хорошей игрой?
Да, я буду играть, если она будет нормальной. Тем более, как кооперативный шутан. mr.тостер. Я жду арк, я уже им обым его купил. Ну, арк нет. Не. Это Эвил Гаус. 1000 часов. Да, давайте скрещиваться. Все будет заебись. Арк это, блядь, 1000 часов. Это песочница, это выживачка. Ну, там, не знаю. У меня нет столько времени на игру. Эвил Гауси. Тостер ахаха. В пролете. Илья Пасканный. Блин, опять пною, что в июне отстой время. В разгар сезона. Вечерами, если только. Ну, а чё, вечерком засел 2-3 часика полобать нормально. Она же такая, как бы, игра-то, ну... Я не думаю, что она будет сложная, как Souls-like какой-нибудь. Она скорее будет помесью Days Gone и каким-то живачом, типа с андроида, короче. Я думаю, так. Эвил Гаоси. Я отпуск отменил из-за стримов Лёхи. Ждем игры. Для кого готов? Но не надо так жертвовать. Еще не факт, что игра будет нормально работать. Трейлеры это одно. Но по факту-то что будет? Может быть какой-нибудь даунгрейд графики и все, сосите хуй. И серваки не работают. Хуй его знает, как оно будет. Посмотрим. Ладно, ребят, будем заканчивать, короче. Тоже жопа затекла. Надо хоть размяться встать. Вот. Я не знаю, будет завтра стрим или нет, но если будет, то по Elden Ring. Если нет, тогда перед ночной сменой днем. Посмотрим, короче, как получится. Ничего не обещаю. Завтра будет завтра. Так что давайте. Заходите. Добивать будем Elden Ring в скором времени. Я думаю, там стримов на 4. Давай, Где-то так. пока. Стрима Спасибо на за... 4, на 5, наверное. Вам спасибо. Спасибо за поддержку, за лайкосы, там, за комменты. Все отлично. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, лайки.